Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что этим вечером в воскресенье мы с вами изрядно пошумим. Ну и, конечно, обсудим все происходящее вокруг Украины, России, Америки, Европы. В общем, хорошо проведем время. Сегодня 24 число, август месяц, День независимости. 34 года государству под названием Украина. И ввиду этого традиционно, о формате нашей с вами встречи, буквально пару слов. Вы, во-первых, большая вам благодарность, что используете суперчат, суперстикеры, являетесь подписчиками закрытого клуба «Шелест» в телеграм-канале. Оттуда обязательно прозвучат вопросы. Также на предложку в электронном виде, электронной почтой принимаются ваши истории в рубрике «Колобок. Куда мы катимся?». Это все в финале. Также в финале пообщаемся с чатом. Обязательно начнем традиционно с игры в города, но и с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он, как говорится, дата, да, то есть, ну вот конкретно попадает в дату, что называется. Сегодня вот так он прозвучит. Вы отмечаете День независимости Украины? Ну вот вы конкретно, лично вы. Ну и вариант ответов. Да, это для меня очень важный день. После 14 и 22 как-то вот сошло на нет. И я прекрасно понимаю людей, сначала там с одной стороны, ну, скажем так, после 2014 года, да, вот с востока, с юго-востока, они как-то вот не так уже относятся к Дню независимости Украины. Ну, и после 22-го понятно, вообще никаких нет праздников, это же Украина, ну, то есть каждый день война, все для фронта, так, по крайней мере, нам говорили, и очень долго этот нарратив существовал и, так сказать, держал эту марку, но сегодня обсудим, какой был сегодня день, сегодня вообще не так. Или такой вариант: нет, я не украинец или я не в Украине. Смотрите, можно не в Украине тоже праздновать День независимости, это не взаимоисключающие ответы, но просто вот не украинец, как бы не ассоциирую себя с этим днем, поэтому не отмечаю День независимости. И еще один вариант: надо этот день переименовать, потому что действительно сегодняшний день и вот события, заявления, гости, вот эти все речитативы, вот эти поздравления, о которых мы поговорим сегодня, они как бы вот сводятся к тому, что суть независимости Украины заключается в том, что она может независимо ни от кого продолжать воевать. Ну, имеется в виду принимать это решение. Понятное дело, что независимо ни от кого не получится воевать, но всегда находятся, партнеры, которые подставляют плечо. Сегодня был большой день, перекрывали центр, торжественное мероприятие при участии Зеленского, его обращение, все будем разбирать сегодня. Обязательно там, да, вот премьер-министр Канады завтра уже объявили, что приедут еще и еще, так сказать, гости иностранные 25 числа, почему бы и нет. Ну чего, можно крымскую платформу уже провести, правда? Значит, вот так вот, да, то есть вот мы принимаем решение, для нас независимость — это вообще бить врага, то есть воевать. Если воюем, значит независимо. Ну и как бы война ведется за независимость, мол, мы сами хотим. Вот такое узконаправленное, скажем так, отношение к празднику, трактовка праздника когда-то большой, сильной, доброй, мирной Украины сегодня вызывает определенные, такие негативные эмоции. Лично у меня так. Как у вас, голосуйте, ну и пишите в комментариях. Ну и, конечно, куда же мы без, игры в города? Вот Курск с нами на связи, и это прекрасно. И Жлобин из Беларуси, Андрей Ильков пишет: спасибо большое. Санкт-Петербург смотрит, и это прекрасно. Смысл игры в города заключается не в том, чтобы там потянуть время, а чтобы всех приобщить к нашему шуму, чтобы шум стал еще громче. Потому что если называю какой-то регион или какой-то населенный пункт, с вас обязательно лайк, ну и, конечно, хороший добрый комментарий. Минск, спасибо большое вам. Ура, мы шумим, Тюмень с нами, прекрасно. Львив тут, Андрей, привет, Львив. Чернигов на связи, Бердянск, Мытищи, Москва, Казань, Орел,
Ага, есть такой, да, город. Киев, прекрасно. Швеция, Нарва, Саранск, Бийск, Бердянск. Привет из Шадринска. Привет. Значит, Хмельницкий, Швейцария. Здравствуйте, Александр. Демид, вам тоже здравствуйте. Тюмень шумит и побухивает. Ну, понятное дело. А как, что еще делать? День независимости Украины. Где надо праздновать? В Тюмени. Пятница, как бы, хоть и не пятница, завтра понедельник, вроде как на работу, но тем не менее, почему бы и нет, воскресенье. Хорошая картинка, спасибо большое. Старался, значит, Чернигов, прекрасно. Донецк с нами, значит, Ростов-на-Дону тоже, Гамбург, Кипр, Лимассол, спасибо большое. Спасибо за лайк из Краснограда, Алматы, Одесса, Иерусалим, Таллин смотрит и Крит, Ханья, Тюмень. Значит, продолжает, скажем так, свое занятие. Ереван, Кишинев, Самара на связи. Новая Зеландия шумит, и это прекрасно. Значит, а я на море, кто-то пишет, Юрий. Юрий, это прекрасно, это просто замечательно. Омск на связи, Белгород, Полтава ждет конца войны. Ох, Алексей Андреевич, все ждут конца войны, все, кроме власть придержащих и их спонсоров. Умань, Гамбург, значит, Рига смотрит, это прекрасно, Кубань, Иркутск, Узбекистан, Пенза, с нами Такмачок, Туту. Туту, ну, в смысле, здесь. Это прекрасно. Такмак, привет вам тоже. Ташкент тоже шумит. Бедненькая Янакиева. Янакиева, да, бедненькая. Это действительно, там были прилеты на днях достаточно серьезные. Тобольск, Воронеж, Италия, Ужовка, Глухов, перша столиця. Это прекрасно, помним. Богдана, Монреаль с тобой. Спасибо большое, Лена. Спасибо большое вам за лайки. Спасибо большое за то, що ради тебе бачити. Хтось мені пише, користувач якийсь. Я вас тоже очень рад видеть. Спасибо большое. Сузак, Татария, Зеленодольск тут. София, привет вам, привет в Софию, привет в Болгарию. Черноморск, Купянск, значит, Уфа, Дубай, всем привет, привет и вам в Дубай. Республика Коми на связи. Значит, спасибо большое, Шелест, не пропадай больше. Ну, слушайте, это не потому, что... Ну, так бывает в этой жизни. Если честно, вот с этих всех передряг десятилетней, ну, условно, там больше, конечно, десятилетней давности, вот на самом деле кажется, что уже ко всему человек привык. Нет, каждый раз это Армагеддон. Перемена, так сказать, местоположения, это что-то с чем-то. Но очень надеюсь, что никто не будет пропадать, мы будем с вами на связи, и мы будем вместе. Давайте подумаем вообще, а что этот день нам принес? Вот что конкретно нового? Вот по большому счету были словеса, были торжественные части, были такие очень патриотичные, были очень душещипательные. Короче, на самом деле сегодня День независимости. Вот на все 100% отработала украинская власть. На все 100%. Потому что сегодняшним днем, да, независимости должны были довольны быть все украинцы. Ну вот все абсолютно. Нет, понятно, что бомбят, понятно, что 10 прилетов в Сумы, вот буквально перед выходом нашего прямого эфира. Ну там вроде как никто не пострадал, но понятно, что война не останавливается. Но все должны быть довольны. Вообще складывается такое впечатление, что власть украинская, она вот на это и нацеливает всех нас, чтобы все как бы всем сестрам по серикам, да, вот там, кому-то там стипендию поднять, кому-то там зарплаты пообещать. Выезд, кстати, за границу обманули же до 22 лет. Говорили, вот, мол, сейчас, на этой неделе, которая уходит. Ну, как бы так, знаете, было и было. Зато потом фоточки хорошие пилят. Премьер-министр Юлия Свириденко и Миша Федоров, вице-премьер первый. У них хорошо все, у них праздник, они там... Ну как, на авансцене всего происходящего. А где же выезд 22 года? Где? Нет. Ну и так в принципе и есть. Ну в общем, пообещать много, всех настроить, всех зарядить, все очень потужно. И новости с фронта хорошие. То ничего, что в Днепропетровской области там россияне продвинулись и новое село взяли. Ну зато 3 отбили, 4 отбили. Обо всем будем говорить, посмотрим на карты. Вообще всем и обмен произошел, всем угодили, вот всем. Потужно, как никогда. А какой Зеленский красивый в этих вышиванках. В общем, все должны быть в восторге. Но, когда человек вслушивается в суть, он немножко понимает.
И мы, вообще украинцы, немножко вот так вот рассеялись. Вообще все сегодня крутилось вокруг единения, единства. Вот как в 22-м, давайте все будем вместе. Все очень плохо помнят историю. Вот как выглядит Украина и украинство, и украинцы. И это не хорошо, не плохо, просто с этим надо работать. Похоже, зеленая власть немножко как бы приблизилась к вот этому циничному, жуткому, несправедливому в отношении там, простого человека, но справедливого с точки зрения там, своего укрепления, вот этому процессу удержания вот этих, схватились за бразды и держатся, не отпускают, понимаете? Почему? Потому что украинец это вот так он представляет вот такая политическая культура у него. Вот, геть КПРС, то есть вон КПСС. Потом там эту Владу, Кучму, геть, все помнят это. Дальше что было? Ющенко, геть. Вот Янукович тоже геть, и Порошенко геть, и Зелю геть, и потом, в конце концов, геть усих. Ну, то есть... Это такой коллаж, это вот сегодня по случаю праздника многие как бы так с усмешкой, ну вот, вспоминают. А ведь это и есть основное. Вот то, что... Вот почему я с этого начинаю сегодняшний шум, чтобы вы в дальнейшем комментариях, когда будем обсуждать следующие позиции, следующие посылы, чтобы вы вот это вот держали в уме. Это очень пригодится. И в самом начале программы, и позже. Это украинцы. Это вот так видится. То есть доходит до какого-то момента, и все, геть. И про Зелю тоже уже писали. И это не только там Майдан картонный или какой-то еще. Это в принципе украинцы такие. Всех геть. Вот как-то так. Мы вернемся к этой картинке, вспомним еще, скажем так, об этой национальной черте характера. Но все-таки давайте о сегодняшнем дне. Зеленский обратился. 13 минут обращения. Ой, там все было. Я хочу буквально на двух моментах остановиться. Очень, как по мне, принципиальных и важных. Луганск, Донецк и Крым Зеленский назвал одной семьей і пообіцяв, що обов'язково вони вернуться. У цьому нульовому кілометрі це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст, до нашого Донецьку, нашого Луганську, нашого Криму. Значит, это Майдан Независимости, да, и там есть эта стелла, и там вот такие лучики, это все еще, как при реконструкции Майдана это сделали, очень красиво, очень, ну, так, символично, тут Донецк, тут все города там, но он же обязательно фокусирует внимание на Донецк, Луганск, Крым, вот на этих направлениях, этих лучиках. І сьогодні ці позначки, вони мають вже зовсім інше значення. Конечно, совершенно другое значение. Сейчас эти обозначения вот под этим глобусом, под стеллой на Майдане Независимости имеют. Вот 100%. Абсолютно другое значение. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це Україна. Нет. Они напоминают, что все это человеческие жизни, которые с 2014 года ломаются, трещат. Сегодня был очередной обмен, там поговорим немножко о нем, когда, ну вот, зайдет тема. Но вот некоторые же попадали в, ну, неволю, да, вот с тех лет еще, причем по одну и по другую сторону, по одну и по другую. И это все, вот с 2014 года пошел отсчет человеческим жизням. Это не только километры, это еще и человеческие жизни. Об этом вот как-то скромно умалчивает президент, ну или как, де-факто руководитель режиму. І там наші люди, і жодна відстань між нами це не змінить. Наши люди там, наши люди с 2014 года, даже вчера вот был день города Харьков, да, даже в Харькове у людей были проблемы из Луганска и из Донецка в 2014 году, чтобы переехать, ну, вот эти переселенцы, да, чтобы им там работу получить, брали только по прописке, выделывались сдавать квартиры, а кто вы, а что вы, это все началось тогда, вот тогда, 11 лет назад, ну, и потом продолжилось, и потом это хлебнул
тот же Харьков, многие другие там южные части страны, когда поехали на Запад, когда их встретили, конечно, поддержали, помогли, кусок хлеба, не знаю, там бутылку воды дали, но снять жилье там очень дорого. Или, например, там давай там через ТЦК, а кто там будет? А вот знакомые переезжали, ну, отбывать в 22 году, там, пересиживать какой-то период времени из-под Киева, так там приглядывались, а там росленький паренек, там, ему лет 16-17, а он точно, ему нет 18, а точно он там не какой-то не призывник. Ходили местные и выуживали, и лупили цены такие, за которые, ну, просто неимоверно. То есть это наши люди. Внезапно, сегодня, на 34-й год, для того, чтобы это красиво прозвучало в видеообращении, Зеленский говорит о том, что в Донецке, в Луганске и в Крыму наши люди. Получается, что Украина пытается вернуть кого? Земли или наших людей? Наших людей вопросы. Сколько переселенцев из Луганска, из Донецка, из Крыма ну, закончили свой статус? Его нет, этого статуса. Это наши или нет? А те, которые там вернулись тут и как бы поверили в Украину с 14-го и потом, после 22-го, это как бы вот наши. А те, которые там с сегодняшнего дня, это наши люди. И поэтому вот здесь это вот очень примечательный момент. И когда летят дроны, когда летит бомбардировка, когда вот там Янакиево, когда Донецк сидит без воды, так там же наши люди, так нужно же что-то делать. Вообще появление этой риторики не случайно, вполне вероятно и возможно, ну, это немножко меняется глобальный ветер, большие волны. Жодна тимчасова окупація це не змінить. І одного дня ця відстань між українцями зникне. І ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна. І це лише питання часу. Это вопрос времени. Мы будем все вместе, как одна семья и одна страна. То есть, по сути, можно, конечно, сейчас ну, поупражняться в злословии, можно там немножко передернуть эти слова. Но что он имел в виду, что он хотел донести? Он хотел сказать, что рано или поздно, вот когда-то пройдет время, и Луганск, и Донецк, и Крым вернутся. Это для кого говорится? Для жителей Луганска, Донецка и Крыма? Это говорится для опотужненных сегодняшним праздником, массовым величием, силы, победы и радости от дня светлого и праздничного. Много сегодня подготовили к празднику представители власти, ну, поэтому нельзя забывать, что это наши люди, и мы точно все вернем. І Україна вірить, що зможе цього досягти миру на усій своїй землі. Україна на це здатна. Да, способна на это Украина. Она обязательно достигнет мира. Вообще, слово «мир», которое звучит из уст Зеленского на фоне, ну вот колоссальной же прошлая ночь, да, вот это позапрошлое, были же удары, летело там просто куда зря, долетало до Московской области, Ленинградская область, Сызрань, нефтезавод, нефтеперерабатывающий. В общем, как бы это Зеленский как бы вот переносит войну на территорию Российской Федерации. Переносит ради чего? Ради мира переносит. А что такое вообще День независимости и почему вот этот мир, какой он должен быть? Сейчас же вообще на самом деле непонятно, каким должен быть мир. Потому что фактически войну проиграли, но выдают все за большую и классную, сочную победу. А компромиссы – это стыд, ну, сором, стыд, которое предлагает Российская Федерация. Скільки разів ми пропонували припинення вогню? Скільки разів ми казали, ми хочемо тиші, ми прагнемо миру, але достойного і всеосяжного. Значит, мы, украинцы, мы, смотрите, когда Зеленский говорит «мы», он не говорит там, он говорит там, народ украинский, не, он говорит «мы». Мы это кто? Это верхушка, которая как бы переговорщики, да, от имени, ну кого? Элит, от имени себя, от имени своей прослойки. Где-то
отчасти, может быть, от имени военных, но не всех военных, потому что военные тоже, оказывается, как и весь украинский народ, такая большая армия. Собственно, они тоже разные, там, градации, и тоже есть своя пищевая цепочка. Ми, говорить, хотім міра, но справедливого. І тому розраховуємо на силу всього світу. Ось така Україна тепер. Значит, вот это после этой фразы я захотел выключить сразу, и, ну, вот такая Украина теперь. То есть мы рассчитываем на силу всего мира. Ну, вот такая Украина теперь. То есть абсолютно, абсолютно не независимая. Ну, то есть, вы понимаете, то есть, ну, вот такая Украина теперь. Вот такая теперь. На самом деле, здесь нужно поставить не точку, а восклицательный знак. Потому что теперь Украина будет такой. Вот это очень важная мысль. Вот такой теперь будет Украина. Ну, вот то, что будет называться Украиной, то, что... Вот теперь она будет вот такой. И все понятно. Зеленский как бы миссию свою выполнил. Он сделал, чтобы Украина была вот такой. Вот такой, как сейчас. И это преподносится как лучший вариант Украины. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який русські називають компроміс. Нам потрібен справедливий мир. Значит, я никогда, ну, может, когда-то раз, или, ну, в общем, и то какой-то аналитики, кто-то слышал от российской стороны слово «компромисс». Ну, вот, компромисс. Ну, как бы не знаю. Ну, то есть, непонятно. Но это, ну, то, что они называют словом «компромисс», это сором, ну, типа, стыд для Украины. И никогда больше Украина на это не пойдет. Яким буде наше майбутнє, вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає. Поважає Україну. Сприймає Україну рівною. Україна, яка може реально за добу зібрати і об'єднати довкола себе лідерів світу. Это что-то новенькое. За одни сутки Украина может собрать всех лидеров мира. Не, оно прописано пафосно, написали классно, круто. И хороший спичрайтер у Зеленского, хорошее. Но это что он имеет в виду? Вот этот Вашингтонский обком, когда все поехали на ковер, вот эту вот историю с европейскими лидерами, это же он это имеет в виду. Это он имеет в виду это, когда вся Европа вот, подорвались и полетели к Трампу, да, ну, то есть это Украина смогла. Это же Трамп, и он прекрасно знает. И он прекрасно знает это. Но сегодня же день Украины, ну, как бы день независимости страны, сегодня праздник государственный национальный, поэтому это Украина. Это Украина. Или, вернее сказать, ее остатки, интересы на ее территории, вложенные уже деньги, недоотмытые за счет войны в Украине. Вот просто взяли, сорвали этих лидеров, и они поперлись в понедельник к Трампу. Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони, Америка. Америка хочет дроны делать! Ах! Вот это достижение! Слушайте, 34 года страны, 34 года. Если просто отмотать лет на 15, давайте вот так, 15, да, там, и так вот прикинуть, вот какое было бы обращение президента страны через там 15 лет. Да, наверное же там Америка хочет дроны с нами делать. Вот это достижение, вот это прям дроны. Вы представляете? Такое ощущение, что дроны стал каким-то фетишем. То есть пока весь мир, пока вся планета этими дронами, да, вот там новость попалась, например, российский Минтранс сообщает, что к 2050 году 40% общественного транспорта будет беспилотными. Китай, да, там вот этот азиатский кусок, пласт развивающихся стран, не только Китай, да, там уже спокойно доставку делают дронами. Дронами спасают людей, дроны каким-то образом участвуют там в логистике, беспилотные системы, искусственный интеллект. Это все нацелено на то, чтобы не убить человека, а помочь ему жить, сделать комфортным его существование.
А мы гордимся тем, что Америка с нами дроны хочет делать, представляете? Для смерти, для того, чтобы убить. Світ. Україна, яка відновила єдність Європи і США. Вот, это главный нарратив, это главный посыл. Единство Европы и США. Украина. То есть Украина. США отказались платить деньги. Теперь все финансирование, вся эта обуза ложится на плечи Европы и Канады, но Украина получилась кем? Объединителем западного мира. То есть как же вы? Мы же вас объединили, а вы нас будете футболять? Вы нам скажете капитуляцию подписывать? Не-не-не, так не будет. І тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму і може постояти за себе. Украина – основа союза США и ЕС. Потужно! А тому Україну чують, з Україною рахуються, до неї дослухаються. Її місце за столом. Їй не кажуть «почекайте за дверима», їй кажуть «вирішувати тільки вам». Это действительно говорят. Венс сегодня дал большое интервью, он тоже говорит, Украина будет, только Украина будет решать, только Украина. Вопрос только в том, что мы называем Украиной. Ну вот что мы называем Украиной? Сторону, элиты. Кого мы называем Украиной? Зеленский – это Украина. Вы же понимаете смысл и основной подтекст. Вот эта вышиванка с вот этим, ну там, вышитой картой Украины, вот это вот на груди, под сердцем. Ну как-то что-то низенько, надо было выше, чуть-чуть, ну все-таки выше. А вообще там сердце, оно вообще, на самом деле, оно как бы не слева, плюс-минус по центру, но вот как-то вот ниже, как-то вот вышивка, карта Украины вышита под подкачанной сисей, под подкачанным грудью просроченного президента. Это он Украина. Весь посыл – это он Украина. То есть решать будет Украина. Означает кто? Зеленский. Представляете? Саме таку Україну тиждень тому я мав честь представляти у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні і США, і Європа погоджуються. Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Украина еще не победила, но уже точно не проиграет. Билборды уже вижу. Билборды, голосуй за Зеленского. Украина не проиграет. Никогда не проиграет. Не, ну Украина не победила, но не проиграла же. Потужно, мощно. Мы объединили США и Европу. То есть вы понимаете, какой хитро-желтый финт делает Зеленский? Украина объединяет Европу и США. Ну, понимаете, с таким же успехом можно сказать, что Украина объединила США и Россию. Украина объединила США и Россию. Аляска это показала, почему нет? Взяли и объединились. Представляете? А так бы не было войны, ну как бы там они встречались, о чем бы там, а так, вот смотрите, как интересно. И войну надо заканчивать, и Нобелевскую премию Трампу получать. Ну это никого не интересует, какая Нобелевская премия. Сегодня же День независимости Украины. Украина всех объединила. То есть мы не победили, но мы не проиграем. Классная формула успеха, классная формула, чтобы заканчивать войну на неприятных условиях, которая под фиговым листком вот таких вот заявлений и сентенций будут продавать. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. О, не жертва, а боец. Это тоже принципиальное различие, это тоже нечто новое. Мы боец. Слушай, ну боец, бейся. С 22 года почему действительно, ну, многие там и пишут в комментариях, и сейчас многие изменили свое мнение об Украине. Ну вот многие. Потому что, выглядев как жертва агрессии, абсолютно справедливо, ну вот, потому что внезапное нападение, вот это все в шоке, народ в шоке, страны в шоке, как так? Образ жертвы хорошо продавался тогда, на первых порах. А потом, когда немножко так присмотрелись, резкость, фокус навели, ну как-то вот уже не совсем жертва. Но сегодня, в праздник, 34-й день независимости, Зеленский
все-таки сказал, что Украина это боец. Боец. А там же как боец? Либо по очкам, либо нокдауном, либо нокаутом, там, техническим нокаутом. Ну, то есть, как-то надо бойца же, ну, побеждать, если это боец. Это боец, у которого, получается, за спиной вот эти вот все секунданты. И теперь, если кто-то скажет, ну, там, в публичном пространстве, в разговорах, может быть, с вами в комментариях, что Украина – это жертва как-то неправомерной агрессии. Все, Украина никакая не жертва. Украина – это боец. Боец, понимаете? То есть, это же настолько сегодня задран уровень потужности, что складывается впечатление, что Зеленский не просто там хочет продолжать воевать, да, он хочет, ну, так, на мажорной ноте зайти в следующий круг ада. А следующий круг ада будет обязательно. Україна не просить, вона пропонує союзництво та партнерство. Значит, Украина не просит. Подождите, у нас не хватает нам 10 миллиардов на следующий год, 35 вроде наколедовали. Мы предлагаем партнерство. Я не халявщик, я партнер. Дай мне 10 миллиардов, мы тут будем дальше воевать. Дроны, вы же хотите с нами дроны делать? Конечно, давайте дроны делать. Вы нам выделите, вы нам поставьте, вы нам дайте. А мы, вот, конечно, наклеим туда трезубец и скажем, что это наше. И к вам же никаких претензий. И вот будем Россию бомбить. Ну вот примерно так это все выглядит и дальше. Найкращу армію в Європі. Не-не-не, подожди, Владимир Александрович, какая наикращая армия в Европе? Там уже Бундесвер. Бундесвер лучшее будет. Там такие миллиарды выделяет, ну, Германия, немцы, Мерц. Такие сумасшедшие миллиарды в евро для того, чтобы модернизироваться там, к 1935 году. Не-не-не, ну какая лучшая армия Европы? Ты что? Ты, конечно, понимаешь, что праздник, все, но ты тоже как-то давай немножко лучше, ничего себе лучшее. По факту, может, воюющая, да, ну как лучшая? Лучшая нет. Ну, воюющая, поэтому и лучше. Тогда согласны. Нові оборонні технології, досвід стійкості. Ми кажемо, нам потрібен ЄС, так. Але ми потрібні йому не менше. І це визнають всі, і такою визнають Україну. А зачем ЕС Украина? Ну вот, практическое применение Украины для Европейского Союза какое? То, как Украина нужна Европейскому Союзу, все видели по экспорту сельхозпродукции, там всяких удобрений, зерна, семечки и так далее. Все это увидели, как Украина нужна Европейскому Союзу. То, как в Украине соблюдаются права человека, то, как вообще люди себя чувствуют, а Европа это, ну, так не замечает и говорит, что реформы идут хорошо, удачно, по всем направлениям, это ведь тоже о чем-то говорит, да? То есть нужна Украина. А зачем? А зачем нужна? Для того, чтобы выиграть время, для того, чтобы сточиться об Россию, для того, чтобы... вот это же элементарная практика. Ты приходишь, да, завод, ты его можешь заполучить, но задорого. А так ты его банкротишь, гробишь, а потом или режешь на металл, или там открываешь в этих цехах нечто новое. Вот и все. Вот в этом смысл. Угробиться ради того, чтобы Европе было хорошо. Получается так. Отличный день независимости. Не бідною родичкою, а сильним союзником. Саме про це коаліція охочих. Саме про це був Вашингтон, про це і про те, як забезпечити сталий, надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримує гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому в світі навіть в голову не змогла прийти думка напасти на Україну. Звучит как тост прям. За гарантии. Ну все, за гарантии. То есть мы получим такие гарантии, вообще никто в мире не подумает нападать на Украину, представляете? По сути, если так, есть такой очень классный метод, вот когда ты слышишь вот этот поток велеречивых фраз, вот этого всего буйства пафоса, надо убирать, надо оставлять только глаголы. И ты, в принципе, по действиям, ты уже, ну, глагол обозначает действие, ты уже выводишь на нечто. Все понятно. Украина победила, значит, мы не бедные родственники, нас хотят.
Значит, войну мы закончим, будет справедливый мир. Когда-нибудь Луганск, Донецк, Крым, когда-нибудь там, ну, когда-нибудь будет, да, но мы же, это наши люди. Давно мы, кстати, не слышали о том, что там наши люди. Да, то есть это все уже оформляется. Вот этот День независимости и вот это обращение его сегодняшнее, это оформление вот нечто такого похабненького, вонюченького, но очень и очень потушного. Ну, все прекрасно понимают, что Украина пытается на фоне, вот с одной стороны, вот такими пассажами, посылами, что мы объединитель США и Европы, с одной стороны, а с другой стороны, ударами по там, НПЗ, ударами по порту в Ленинградской области там горело. Вот этот Новошахтинский НПЗ горит, там 4-е сутки уже горит. Там попало знатно, прилетели украинские дроны. Вот этими всеми вылазками, вот этими всеми ДРГ, часть которых, конечно, ну где-то ловят, где-то не ловят, где-то пропускает, потому что количество такое. Вот этим всем это ведь для того, чтобы замазать понятный конец войны. Понятный итог 34 лет. Вот такая Украина, повторяет Зеленский 2 раза в этом обращении. Вот такая теперь получилась Украина. Мне сразу вспоминается вот этот его номер, когда он выносит велосипед, ну, выкатывает велосипед Украина, вот этот погнутый весь, колесо, рама, вот это все. Вот такая Украина. Вот такая. Только нам пытаются кусок дерьма завернуть в красивую этикетку с европейскими цветами и продать. Что сегодня, собственно, и делают. Вот конкретно сегодня, вешая лапшу на уши украинцам, тем, кто это слышит. Ну, дальше было интереснее, конечно. Дальше было, ну, это, конечно, все же поздравили, все же, скажем так, все как бы вот поучаствовали. Интересно, очень Китай поздравил, не публично, красивой телеграммой, но это опубличил Зеленский, мол, смотрите, там сотрудничество туда-сюда, ну, очень не публично. Поздравил очень здорово Лукашенко, да, то есть про мирный народ, о том, что белорусы, украинцы, ну и ряд уже пабликов обгадили Лукашенко, сказали, ага, это с твоей территории на нас нападали, поэтому, в общем, шиш тебе, а не братство и единство. Ну, хорошее поздравление, такое чисто человеческое, как бы народ он поздравил, Украину и украинцев, ну, не Зеленского. Но мы же помним, что Зеленский и Украина это теперь знак равенства, это одно и то же, поэтому надо Зеленского поздравлять. Сам Зеленский принимал сегодня премьера Канады. Корни приехал, там, вышел, обнял Зеленского. Все так у них хорошо. Но что-то как-то вот с этой коалицией желающих вот где-то споткнулся чуть-чуть Корни. Вот такой фрагмент его выступления на Софіївській площаді. Путіна можна спинити. Російська економіка слабшає. Він стає дедалі більш ізольованим. Тоді як наш Смотрите, это какой-то, не знаю, вот уже я понимаю, что есть такой жанр, когда, ну, в принципе, Зеленский, он тоже это практикует. Там же как? Готовят программу «Квартал 95», выступают с концертом, его записывают по телевизору, да, а потом они месяца 2, ну или там в зависимости от частоты, неважно, или, например, там Зеленский или какая-то команда КВН, Лиги Смеха, они вот добили программу, там 1,5 часа, да, условно, концерт, и дальше этот концерт 2 месяца катают по стране, собирают деньги. Вот сейчас Корни, он примерно вот в этом русле и находится. Говорит, значит, экономика России слаба, все падает, рушится, сыпется. Путин изолирован. Изолирован Путин. Это после Аляски. Он изолирован. То есть никто с ним дела не хочет иметь. И поэтому, собственно, все хорошо идет у него там в Канаде. союз стає більш міцним, рішучим. Что так вот это... Вот, мне кажется, что в этот момент и Зеленский что-то заподозрил. Несмотря на всю как бы правильность произнесенных слов Корни о том, что, в общем, Путин в изоляции, экономика, все там России загибается, даже Зеленскому что-то вот, может что-то в глаз попало или в нос. Та згуртованим. Я
високо ціную лідерство чинного президента США Дональда Трампа у створенні можливостей для миру. І я, звичайно, вітаю пана генерала Келлога тут сьогодні. Такое, понимаете, как бы наместник царя приехал, и его все обязательно должны, ну, как бы, поприветствовать. Здравствуйте. То есть, в принципе, все и так поняли, что вы увиделись. Ты целый премьер-министр. Это какой-то спецпосланник, там, отставной генерал. Но это же от самого Трампа. Поэтому его надо обязательно поприветствовать. Кому? Ладно, Зеленскому. Тут ему там орден выписал. Но Корни его должен приветствовать. То есть они настолько мощные, но Трампу надо обязательно отвесить реверанс. А то как это? Приедет Келлог и расскажет, а Трамп вдруг спросит, а что там Корни этот, что там сосед наш? Когда мы уже будем оккупировать 51-й штат, присоединять Канаду к себе. А тут скажет, ой, вы знаете, не поблагодарил вас. Я вот стоял, отрабатывал в роли ПВО там на Софиевской площади, а он не поблагодарил. Так поэтому надо поблагодарить. Та коли цей мир настане, ми не зможемо просто довіряти і Ох, так Келлог, видите, Келлог. Это Келлог. Да, вот это выхватила камера. Когда мир настанет, мы не сможем вот просто так вот. И Келлога показали сразу. Сурового деда. перевіряти. Натомість ми повинні стримувати і укріплювати. Ми повинні стримувати Росію від будь-якої нової спроби загрожувати свободі України та Європи, зміцнюючи спроможності Збройних сил України, які так відважно і так довго боронять країну, об'єднуючи сили коаліції охочих, членом-засновником і активним учасником якої є Канада, і вітаючи готовність президента США Трампа розглянути шляхи підтримки довготривалого миру і безпеки для України та Європи у поєднанні з зусиллями коаліції охочих. Вот так вот. Он его вспомнил не потому, что там надо Трампу подмахнуть, как-то реверанс сделать. Он его вспомнил, чтобы Трамп денежек дал или как-то поддержал коалицию желающих. То есть тут получается очень интересно. Украина, значит, объединила Европу и Соединенные Штаты Америки. Ну, Канада, она в Америке, но как бы к Европе, понятно, тяготит. Там британцы, корона, все понятно. Но имеется в виду что? То есть Украина вроде как объединила. Так США говорит, вы платите, а коалиция желающих говорит, не, ну да, ну вы же нас поддержите, с воздуха там поддержите, ПВО дайте, там еще чего-то. Не, мы там что-то, может, купим, но вы тоже как бы поучаствуйте. Затягивают Трампушку, затягивают туда, в Украину. Туда, откуда он хочет вот отмахнуть, как грязь от лаптя, от этой истории с войной в Украине. А его вот затягивают, давай коалицию желающих. Вот зачем он вспомнил Келлога-то. Коли мир прийде, ми маємо посилити Україну, відбудувати ваші міста, розширити ваші галузі промисловості, розвинути ваші ресурси і закласти фундамент для справжнього добробуту. І коли цей мир прийде, а він неодмінно прийде, завдяки Канада буде поруч з вами. На завершення, пане президенте, на останній картині, про яку я згадав, Значит, сейчас про картину он расскажет. То есть, когда будет мир, Канада будет с вами. Он обязательно придет. Звучит как будто и тебя вылечат, и меня вылечат. Там ветер дунул так некрасиво, да, вот это вот листочек, по которому он читал, немножко сдуло, как бы намекая нам, что, ну, в общем, такие знаки есть, да, это такие обстоятельства, понятное дело, но тем не менее. То есть Канада будет вместе с вами, все будет хорошо. Воюй. А тут он там в начале, была же трансляция всего этого, и он там, в общем, была презентована картина. На этой картине посреди поля канадского украинский фермер. И там как-то вот очертания какие-то, типа там ядерный гриб, так это напоминание о хрупкости мира. в картині Курилека, там, де український фермер стоїть посеред родючого канадського поля, уважне око може побачити вдалині грибоподібну хмару від вибуху. Це нагадування про те, що мир ніколи не можна сприймати за даність. Це також нагадування для канадійців, що ми пов'язані між собою. Ваша боротьба – то наша боротьба. Да, ваше дело – это наше дело. То есть вот это вот он красиво сорвал аплодисменты и, собственно, выступил.
Позже, к вечеру, сегодня было сообщение о том, что по каким-то стратегическим, очень обтекаемая формулировка, по стратегическим вопросам безопасности Украина и Канада подписали нечто. Ну, типа какой-то договор, меморандум, в общем, будут кибербезопасность, разного рода другая безопасность, поддерживать друг друга. Вот поэтому, собственно, эти слова не совсем были голословны, что-то подписали сегодня, да, с канадцем, который приезжал. Но тут же возникает вопрос о ядерном гриппе. Ну что, ядерный грипп, ну подумаешь, да? Не все так просто. Рано-рано, ну или как поздно-поздно ночью, то есть после 12 ночи, сразу, как только настал День независимости Украины, сегодняшний день, странные дроны полетели по Курской атомной электростанции. Пишут, что их сбили, но обломки упали на трансформаторные вот эти квадратные метры, то есть там, где трансформаторы. И вот один из трансформаторов загорелся. История достаточно тревожная, потому что ровно такие же трансформаторы у похожих атомных электростанций или практически идентичных атомных электростанций в Украине тоже есть, и они тоже могут быть атакованы. И об этом постоянно говорят, что чтобы выключить у Украины свет, нужно ударить по этим подстанциям. То есть по самой ядерной станции бить не надо. Ее заглушат, энергоблок заглушат, и все. Да? Ну а потом попробуй там восстанови, найди этот трансформатор, переподключи, привези новый, и вот, собственно, так дальше и продолжай. Обломки ли, сбили, не сбили, но прецедент есть. Есть официальное сообщение, есть МАГАТЭ, которое официально говорит, да, было дело. Ну, так, в принципе, как Россия и говорит, примерно так все и было. Полетели по атомной станции, сбили, поджог, но прецедент есть. И тут можно же расценивать эту ситуацию как продолжение инфраструктурной войны, ну, с выносом НПЗ, всяких там перевалочных пунктов, как вот в Ленинградской области, а можно как и ядерная безопасность. В общем-то, эту норму прицепить, пристегнуть, и большой ошибкой не будет. Поэтому вот куда дальше развернется, вот здесь возникает очень серьезный вопрос. Но, как все поняли после сегодняшних выступлений Зеленского, он будет бить, продолжать бить вглубь Российской Федерации. Там поздно ночью вчера показали ракеты американские, которые как бы американцы готовы продавать. Ну, как продавать? Европа будет платить деньги, те будут себе клепать потихоньку и будут поставлять. А там, куда Европа их денет, уже не важно. Уже, собственно, многие говорят о том, что украинские супер-мега отечественное средства поражения как-то вот очень на вид не похоже на сильно украинские, там то британские, то еще какие-то, то есть там и внешне напоминают, и еще что-то, но Зеленский продолжает настаивать, что это украинские. Wall Street Journal сегодня опубликовала материал, в котором сообщили, что Америка запрещает Украине бить вглубь Российской Федерации своим оружием. Нет, своим оружием, и я так понимаю, что намек идет на, в том числе и наведение, ну, то есть спутниковую, скажем так, геопозицию того или иного объекта, или там данные по наведению. Ну, данные по наведению непонятно, но, в общем-то, американское оружие использовать нельзя. Зеленскому примечательно, что на общении с прессой этот вопрос тоже задали. Вот что он ответил. Сегодня, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо. Тому для мене це новина. Значит, что, если проще, он отморозился. Ну, какие оружия? Не-не-не, никакого оружия. Не-не-не, мы вообще-то, это мы раньше, там какие-то были бомбы американские, какие-то там еще там Хаймарсы, может быть, еще, да, вот это вот, а сейчас не-не-не, вы что? Не-не-не. Мы только своим бьем, мы ни у кого разрешения не спрашиваем, поэтому это для меня новость. Все он прекрасно понимает, каким оружием он бьет, он прекрасно знает, куда он бьет, по чьему заказу он бьет, ради чего.
И, ну, все прекрасно ясно. Всем акторам прекрасно ясно, что к чему. И что это тоже определенным образом заказ на вот такую инфраструктурную порку. Причем то, что останется от Украины, плевать, неважно. Сегодня же жутчайший скандал разгорелся после, ну, он продолжается, да, после там очередных атак. То есть сначала была одна атака, потом вторая атака на дружбу. Зеленский даже шутить изволил по поводу дружби. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Дякую. Ну так вот, понимаете? И так ему смешно. Мы всегда поддерживали, а теперь все зависит. Существование дружбы теперь зависит от Венгрии. И так смешно ему, слушайте. И так весело, и так прикольно. Ну это же дружба. Представляете? Юмор. Какой-то comedy battle. Помните, как Гарик Бульдог Харламов песню недавно пел «Зачем ты бросил КВН? Для чего? Для кого?» Ну, то есть, вот ему вот взыграло что-то. Классно, дружба. Мы бьем по дружбе. Но только по факту получается какая-то странная история. Украина вредит себе от этих ударов. Потому что словак, да, ну, непосредственно там президент Словакии все это как бы выдает, говорит, ребята, то есть мы львиную долю занимаем в поставках соляры, ну, там, дизеля, да, в Украину. А так вы нам выбиваете все производство, вы сами же и не получите. Плюс еще сразу быстренько появились данные, что много что-то Украина закупает индийских нефтепродуктов, сделанных из российской нефти. То есть получается очень интересная штука. Рубят сук, на котором сами сидят. И при этом шутят. КВН, слушайте, так весело у них. Так это все здорово. Но они же думают, что они, вот видите, они бьют по ком-то, да, и вот те страны, которые как бы вот, они же, вот пойдите пожалуйтесь в Россию, вот эти колкости себе позволяли. Нет, ну, словак молодец. Он говорит, я с Сибигой поговорил, все объяснил, Сибига обещал передать. Передал Сибига, не передал, о чем договорятся, ни о чем. Есть задача, значит, ну, чтобы перерезать вот эту нитку нефтепровода. Дружба. У кого? У тех же глобалистов. И вот он выполняет. И куражится Зеленский. Вообще, конечно, еще более смешно выглядели кадры награждения сегодняшнего. Награждения на Софіївській площі. Олега Джозефа Кіта, спеціального представника Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Смотрите, пошел. Смотрите, как уверенно идет. По брусчатке все хлопают сзади там. И Свириденко, и Ермак. И все так аплодируют. Кита Келлога за заслуги первой степени. Орден Ярослава Мудрого. А! Тебе. Там, правда, конечно, сейчас троллят по соцсетям о том, что этот же орден давали там и Каддафи, и там целый список на самом деле, ну, потому что за всю историю имеется в виду, кто получал этот орден из рук, ну, там, раньше, когда там президентов Украины. Но это не важно. Это же момент. Благодарит. Спасибо, вот тебе. Слушай, а Келлог что-то вцепился в Зеленского, в ручку вот это двумя руками. Вот, и представляете? Представляете, какое это? Это же его дело. Это же ему вот поручили, передали мальчика. И вот это он, благодарен. Орден целый получил за заслуги. Ручку на сердце взял и пошел. Ну, вообще там не принято там по протоколу, хотя вот в разных случаях мог бы и повесить, конечно, орден. Ну, что деда так обидел, мог бы и повесить. Вот правда, взял бы и повесил на грудь, на лацкан пиджака. Ну, видимо, пиджак не захотел прокалывать, может поэтому. Еще Зеленский сегодня же наградил вот этого товарища. Это Марк Бернс.
духовник, ну как это, там, считается духовник Трампа, его так все величают. На самом деле там черта с два, и не духовник, но он типа евангелист, у него 3-я степень. Смотрите, как он тоже доволен, орден выписали ему. Круто! Зеленский сам вручает на площади при всех. И заочно, видимо, передадут почтовыми голубями Линдси Грэму и там Блюменталю. В общем, тем вот этим ястребам, которые там санкции законопроект пытались пропихнуть, но Трамп вовремя вкурил что-то как, и как-то так вот, и отшил этих товарищей. И Стубу тоже он значится в списке. Стуб, тот, который финляндизацией решил все закончить в понедельник на этой неделе, ну, только для Украины. Стуб, который играет в гольф и сказал, слушайте, нет, ну, до осени война, конечно, продлится, ну, а потом может и не продлиться, почему бы и нет. Ну, это дело такое. Сегодня тоже было большое интервью, как вот, да, оттеняя, попытаться посмотреть на ситуацию. У Сергея Лаврова, это министр иностранных дел Российской Федерации, тот очень интересную тоже сентенцию выдал. Значит, ну вот Зеленский же как говорит, Украина не победила, но и не проиграла. Значит, то, что русские называют компромиссом, это для нас стыд. Да? А вот что говорит Лавров. Сегодня фактически на самом деле праздник у Зеленского большой. Слушайте, ну много таких событий хороших. Орден 1, 2, 3, там гости хорошие, подписали с канадцами бумагу. Сегодня такой достаточно хороший день для Зеленского. Даже Россия его де-факто признала. Так что вы хотите сказать, что президент Зеленский для вас нелегитимный лидер Украины? То есть президент Путин не признает его в качестве легитимного лидера Украины? Мы признаем ее в качестве де-факто главы режима. И в этом своем качестве мы готовы с ним встретиться. Но что касается подписания юридических документов, вы хотите всю картину или только кусочек, который вам подходит? Так что когда мы дойдем до момента, когда будем подписывать документы, необходимо крайне четкое понимание того, и со стороны всех, что человек, который будет подписывать эти документы, будет иметь легитимность. В соответствии с украинской конституцией господин Зеленский на данный момент ей не обладает. Ну, то есть, все понятно, понимаете? Вот все ясно. Зеленский мирный договор подписывать не будет. Ну, вот так. Ну да, де-факто его признают как главу режима, сегодня существующего. Это реалии на земле. Это вот эти реалии на земле, о которых все и говорят. Да, просто со стороны России они такие. Мы видим, что это все незаконно, но мы признаем, потому что это де-факто так. Точно так же и с украинскими потерями территорий. Никто не признает юридически, это, конечно, это против Конституции, но мы понимаем, что по факту так. По факту Россия заняла вот эти территории, и, собственно, это все. Но, опять-таки, тут же очень, очень важный посыл, что нужно с Россией бороться дальше. Нужно с Россией драться, биться, продолжать стачиваться об Россию, продолжать биться головой об стену и наносить ущерб, урон как раз-таки российской стороне. Даже Науседа из Литвы прислал сообщение, фактически об этом и сказал. Поздравил, так сказать, с Днем Независимости целую страну. Шановний президенте Зеленський, дорогі народи України. Вітаю вас з Днем Незалежності. Вже 4 роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній батьківщині. Щодня ви показуєте світовий безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупинаючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте, Литва завжди буде поруч. Завжди вам допоможемо. На украинском языке сам выучил, там поработали с ним. Значит, как бы вам тяжело не было московскую орду останавливать, Литва всегда рядом. Литва вместе с вами. Мощная поддержка со стороны Литвы. Всіми можливими засобами. Військовими, політичними, фінансовими. Ми завжди будемо підтримувати вашу незалежність та територіальну цілісність. Не покладайте рук. Слава Україні!
Да, слава Украине. И Европа сегодня тоже поздравила, тоже наверное, слава Украине. Все нормально. Все нормально. Все вот в таком духе и выглядит. Вот так это все. У них не останавливайтесь. Вы, главное, не останавливайтесь, говорит нам Науседа из Литвы и европейские товарищи. А вот эта вся история, там, независимость. Ну, такая, в чем заключается ваша независимость? Надо не зависеть ни от кого, ни от здравого смысла, ни от проблем, надо не останавливаться. Вот проявление нашей независимости, об этом я говорил в начале. СБУ вот таким образом поздравила всех. Очень хороший, кстати, ролик. Короткий, понятный, и все сразу становится ясно. Незалежність – це бити ворога так сильно, щоб він запам'ятав назавжди. Значит, независимость – это бить врага так сильно, чтобы он запомнил навсегда. Нас не зламати, бо ми народжені бути вільними. СБУ. З Днем Незалежності, українці. Вот это поздравили украинцев, так поздравили. То есть, ну вы поняли посыл. Независимость – это так сильно бить врага, чтобы они поняли, что нас не сломить. С днем рождения страна, да, с днем независимости украинцы. И всем сразу стало, наверное, хорошо на душе, приятно, празднично от этого поздравления СБУ. СБУ – это то СБУ, которое там подают санкции, подают вот этих бедных там, не знаю, там, девочек, которая крестной там чего-то написала на ту сторону, оккупированную, неподконтрольную Киеву территориями, ее там в 19 лет сажают, на 15 лет за госизмену. Вот этих всех, которые кошмарят по подвалам, которых там допрашивают. Это вот они. Вот они поздравили всех украинцев. Вот что такое независимость. Ну, четко и понятно. Независимость — это означает, надо бить так сильно, чтобы поняли, что нас не сломить. Вот, понимаете, вот нормально, ничего не... Ну, вот так. Вот так. Очень противоречивые чувства ввиду этого. Очень большие, кстати, события, ну, потому что там Почаевский крестный ход, ну, Украинской православной церкви, тоже достаточно показательно. Сегодня поздравил всех блаженнейший митрополит Ануфрий. Напомню, у которого СБУ забрали гражданство, Зеленский это все подмахнул, который сейчас судится, что он типа никакой не больше не гражданин, но и украинского гражданства нет, приостановили, а он молится за власть. Сьогодні державне свято Незалежності України, і ми молилися за Божественною літургією в храмах, за нашу владу, за наше військо. За нашу власть, за наше войско. За весь наш благочестивий український народ. Просили, щоб Господь укріпив кожного з нас в його служінні, щоб Господь допоміг нам подолати всі труднощі і визови, які сьогодні ми зустрічаємо в житті, щоб ми були завжди переможцями над собою і над цими супостатами, видимими і невидимими. Всіх вітаю і нехай благодать Святого Духа укріпляє кожного з нас і робить нас чадом вічного спасіння у Христі Ісусі Господі нашим. З праздником! Нет, нужно отдать, конечно, митрополиту Ануфрию честь, что, ну, это в духе христианства, это православно, что, ну, правильно, да, то есть даже за вот этих товарищей нужно все равно молиться. Это справедливо. Войско, понятно, что войско, ну а что? Войско — это те же люди сейчас. Сейчас нет вот уже этих всех. Это все бусифицированное там на очень большой процент. Это те вчерашние люди, которые тоже оказались в этой ситуации, и которые при нормальном политическом раскладе штыки в землю, или там чуть ли не побратаются в окопах, или которые плюнут, уйдут и никогда не будут воевать. И это на самом деле большое заблуждение. Нет, будет хватать отдельных случаев людей со сдвигом по фазе после войны, или которые там без войны не будут никому нужны, и у них будут как бы шарики за ролики заезжать, и ПТСР, и все на свете. Но по большому счету война не нужна.
основной львиной массе, да, людей, которые по-настоящему воюют, не которые там делают вид, что воюют, а которые по-настоящему воюют, они хотят, чтобы война закончилась, безусловно. Но все равно это нужно иметь очень большое мужество, это по поводу митрополита Ануфрия, чтобы, несмотря на все вот эти несправедливые, ужасные гонения и на церковь, и на него лично, он продолжал молиться за эту власть. Это нужно иметь большую веру и большое сердце, чтобы... Ну, а с другой стороны, как же, это же по-христиански. Одна щека, вторая щека. Ну вот поздравил Ануфрий. Все вообще поздравили. Все поздравили, и у всех, собственно, сегодня на самом деле такой большой праздник, представляете? Тут Зеленский решил гражданство, за него Ануфрий молится. Тут вот это вот все, тут все выстроились в очереди с телеграммами, все отлично. Россия даже и то признала де-факто Зеленского как главу режима. Все хорошо. А вот эти все вещи, там, территории, суверенитет. Очень интересно, политолог Валентин Гладких на этот счет высказался. А что ты выберешь? Территориальную целостность или суверенитет? Чомусь вживаємо слово сполучення відновлення територіальної цілісності державного суверенітету. А я тоді говорив, що територіальна цілісність і державний суверенітет – це різні речі. Ну, вообще-то да. Территориальная целостность и государственный суверенитет – это две большие разницы. Ну, то есть, по факту, что мы имеем сейчас с Украиной? Она не целостна территориально, но по факту. Ну, опять-таки, Зеленского же по факту Лавров признал, по факту. Вот давайте по факту. Целостная? Нет. Суверенная? Нет. Ну как? Ну, нет. Или суверенная в том плане, чтобы мы суверенны продолжать дальше воевать за чужие деньги, чужим оружием и, скажем так, по чужой воле. І що можна відновити територіальну цілісність і втратити державний суверенітет. Так. А можна втратити Смотрите, можно воссоединить. Это же глубина мысли. Можно восстановить территориальную целостность и суверенитет потерять. И там ему собеседник, конечно, да. Это как? Это какой вариант? Это взять и, собственно, лечь под Россию и сказать, все, как бы, Россия, мы с тобой. А они говорят, ну хорошо, вот вам, пожалуйста, ваша территориальная целостность. Но суверенитета у вас нет. И все. Вот такой вариант может быть. Но ему это не нравится. Ему нравится другой вариант. Знаете какой? Вот этот. територіальну цілісність, але зміцнити державний суверенітет. Так от, якщо обирати між державним суверенітетом і територіальною цілісністю, я обираю державний суверенітет. Це крапка. Причому, я повторюся, це казав до початку повномасштабного вторгнення. Ну, это на всякий случай, если что-то, кто-то СБУ придет, потому что, смотрите, если выбирать между этим и этим, выбирать нельзя на самом деле. Ты или отрицаешь государственный суверенитет, или поддерживаешь. Ты или отрицаешь территориальную целостность, или поддерживаешь. Все, тут как бы третьего не дано. Ну, это ладно, это все так, за язык не будем хватать. То есть вы понимаете, к чему готовят людей. Мы, значит, сохранили суверенитет. Суверенитетом мы назвали свое право на продолжение войны, то, что называется справедливым миром, правом на продолжение ударов по российской территории и ожидание ответки. Вот это наш суверенитет. Вот таким вот образом. Понимаете? Вот это наш. Все, суверенитет сохранили, но мы же его без территориальной целостности что? Укрепили. А давайте укрепим государственный суверенитет. Вот представьте, если там в границах 3 областей, какой будет еще более мощный суверенитет. Мощно. Мощную формулу вывели. Чем меньше территория, тем прочнее суверенитет. Супер! Вот к этому все, походу, идет с такой подготовкой. Но как-то вот не в тренде эти слуги, как-то мельпомены, да, или вот эти слуги, которые служат режиму творчески. Тут выполз на телевидение Тарас Тополя. Ну, тот, который безуглой собирал деньги на лечение в психушке. Тот, который в Крыму обещал выступать. Ему, кстати, вспомнили. Сегодня же День независимости. А он же там в 23-м году на День независимости должен был в Ялте отжигать. Ну, так а когда и что и как? Говорит, не, ребята, все нормально.
все, концерт просто переносится, но билеты действительно. Ви проведете такий той самий концерт у Ялті, у Судаку, у Севастополі, у Сімферополі. Ми пам'ятаємо, що свого часу такий концерт мав би відбутися, згідно з вашою афішою, у День українського державного прапору 23 серпня 24-го року. На жаль, не відбувся. Коли плануєте заїхати туди з концертом? Вопрос, смотрите, главное, мне вот нравится выражение лица. То есть, когда планируете концерт в Крыму? Это нечто. Но они же понимают, о чем они говорят. Они же понимают, что это афиша, 24-й год, это год назад, 23.08, там раньше были афиши, у нас там Судак, вот это все, тур, антитела. То есть, когда планируете? Когда Тарас Тополя планирует выступить все-таки в Крыму? Він відтермінувався і обов'язково станеться. Всі квитки дійсні. Велику частину коштів, декілька мільйонів гривень, ми вже з цих квитків перевели на речі, які вже відпрацювали підрозділи ГУР, послуговуючись цим обладнанням, вже відпрацювали на південному напрямку. Значит, билеты действительно, деньги, которые мы получили, мы не вернем, потому что мы их отдали в ГУР. Они там уже купили всякие прибамбасы, и уже на южном направлении, вот сейчас они работают. Ну, мы видим по карте, как работают именно на южном направлении сейчас в последнее время. Но нормально, чего? То есть концерт удался. І в майбутньому продаж, до речі, відкритий. І в майбутньому ми також кошти будемо передавати на забезпечення потреб в рамках бойової роботи Головного управління розвідки. Короче, покупайте билеты, мы все в ГУР отдадим. Но выйдем, споем, конечно. Коли прийде момент, концерт відбудеться, і всі квитки залишаються чинними, просто треба трошки попрацювати більше. И выжить еще, главное. А то за год же после этих всех обстрелов, да, ну, много кто и не выжил. Много кого уже бузифицировали, много кого уже закопали. Там сейчас очень интересная статистика выходит, но это опять-таки это аналитика. Если раньше считалось, что, ну, условно, дроноводы, которые там дроны водят, да, это плюс-минус безопасная штука, ну, то есть это в нормальном отдалении от линии фронта, сидишь как в компьютерную игру играешь, вот это все, то сейчас немножко ситуация поменялась. Сейчас дроноводам в ВСУ стало быть, ну, в общем, еще более опасно. То есть процентовка достаточно, ну, то есть 30%, да, вероятность выжить, 30%. Это не критично, говорят аналитики, но тем не менее, да, вот это не 70, как было раньше, да, не 80, что ты там черти где, далеко, и там тебе хорошо. То есть сейчас эти, ну, как, средства совершенствуются, и одни дроноводы охотятся на других дроноводов, там у них по-своему, да, вот эти подразделения называются, там в России Рубикон, там эти птахи Мадяра, и вот у них там своя война в малом воздухе. То есть сейчас уже даже вот такая вот история. Многие и не выжили, многих схватили, там даже если тебе дроноводом устроили, там тоже сейчас тяжело выжить. Понятно, что все как бы опровергают вот эти потери, которые якобы хакеры взломали в украинском генштабе и показали 1 700 000 пропавших без вести и погибших. Там кто-то говорит, что это не выдерживают критики, кто говорит, что выдерживают критики, а там кто говорит, что еще и примерно так это и есть. Не будем спекулировать на потерях, но тем не менее. А сколько еще за этот год до следующего концерта на следующий День независимости или День флага в 26 году погибнет людей? А вы будете опять рассказывать, что билеты действительно. Билет на тот свет видає антитіла. Ну і ще зрозуміло, що це символічна річ. Цей концерт великою мірою це і символічна річ. Це не лише моя особиста і гурту антитіла прокламація, там, а мільйонів українців, які впевнені, що Крим – це Україна, і туди обов'язково повернеться жовто-синій стяг. Нет, ну может и вернется. Смотрите, в желто-голубом стяге нет никаких проблем. Ну вот проблем, да, конкретных. А проблема в том, какое государство, ну, под этим стягом. Какое государство? И на что оно нацелено? Вообще, это тоже очень интересно задуматься в День независимости. Вообще, а когда вот произошел переход, когда
Украина свернула не туда. Достаточно щедры пропагандистские ресурсы на разного рода подобные мнения. Ну вот, например, историк Владлен Мараєв висказався. Насправді, цю незалежність ми почали здобувати 13-14 рік, і одразу це з війною прийшло. 13-14 год мы только начали добывать независимость. Только 13-14 год. И сразу это с войной пришло. Как так, слушайте? Независимость и война сразу. Вот дела. Російська Федерація до того не починала проти України відверту агресію, тому що Україна значною мірою ментально ще перебувала там в цьому просторі постсовєтському. До 2013-14 року Україна справді була значною мірою УССР, в якій повільно відбувалася еволюція все-таки в бік України. Росіяни, вони Значит, запомните, до 2014 года Украина была УССР. УССР. Ну, там медленно, там эволюция в сторону Украины. Ну, медленно. А так УССР было. А вот 14, там, 13-14 год, вот как понеслось. самі зараз кажуть, що ми були переконані, що Україна нікуди не дінеться від нас. І коли вони побачили, що Україна віддаляється дедалі більше від них, що тут дійсно і вже по суті сформувалася політична нація, своя ідентичність стала окрема. То есть, я, если честно, понимаю этого, ну, он же ж военный, ведущий, военный, армия ТВ. Я понимаю его выражение лица сейчас, если вот правда, как никто другой. Примерно вот так это и надо слушать, то, что он говорит. То есть Украина начала отдаляться. У нее политическая нация, ментально ушли от совка. И поэтому Россия пошла войной. Вот так вот. Вони одразу побачили в цьому величезну загрозу. Для свого імперіалізму. В цьому насправді нічого загрозливого для Росії немає, якби Росія була нормальною. О! Значит, если бы Россия была нормальной, вот тогда бы ничего вообще не угрожало. Вообще нет ничего. Если бы нормально. А вот они ж ненормальная, поэтому им угрожает. Логика, уровень бог просто. Это нечто. То есть, была бы Россия нормальная, они бы поняли, что это не угрожает России. А если вот она ненормальная, ну тогда да, тогда вот война. Державою, яка хотіла би розвивати відносини з іншими країнами на рівних засадах. Але Росія – це імперська держава. А Россия – это имперское государство. Только с другими странами на равных условиях Россия поддерживает отношения. Ну, это принято считать на армии ФМ или там армии ТВ о том, что это изоляция Путина, Путин под колпаком, все, никто там не рукопожатен, никто к нему не пойдет, никто ему не звонит, ничего они там не решают. Может, это у Украины родовые травмы просто. Может, у Украины. Может, все-таки у них. Вообще, конечно, день на события вот переполнен сегодня. Я, если честно, вот за этим всем, за этой всей мишурой вижу, вот очень хочется надеяться, что Лукашенко прав. Вот прям очень хочется надеяться. Потому что Лукашенко, вот он говорит простыми словами то, что в принципе все понимают. И так это и есть. Но сегодня же помпа должна быть. Сегодня же должно шкалить потужность. Шкалить все должно. Сегодня должно быть в таком эрегированном состоянии национальное чувство самосознания, от вечной борьбы и всего остального. Сегодня день такой. Поэтому вот это мы все слышим. Поэтому эти события у нас как бы вот сейчас там в информационном поле. Но на самом деле все непросто. Вышел же Венс с очень интересным интервью. Говорит, без России никуда не... Ну, как это? Гарантии безопасности будут. Россия, значит, сделала очень большую уступку. Теперь они не хотят марионеточный режим. То они вроде как хотели марионеточный режим, ну, чтобы марионетки там были, да? А сейчас они не хотят. Они хотят просто нормальный, адекватный режим. Лавров четко сказал, ну, как бы, мы признаем де-факто руководителя, но подписывать он не будет ничего. Мы потом подумаем, кто это должен подписать, чтобы это все работало с точки зрения легитимности. То есть, на самом деле, есть сегодня на Банковой повод откупорить шампанское, но это не означает, что они останутся. Их быстренько сотрут западные же партнеры. Но в России
меняются немного приоритеты. В общем, это все мы видим на публике. Лукашенко же о другом говорит. Но завтра второе, третье и так далее, как когда-то у Дональда утром, вечером. Вот он заявления эти делает противоречивые. Ну, это же видят россияне. И россияне сегодня думают, ну, готов президент Зеленский к переговорам или нет. Они считают, что не готов. Ну, наверное, исходя из его заявлений, это можно понять. Но вы должны понимать, что кроме вот этой заявлений в СМИ, дымовой этой завесы, которую умеет делать профессионально и Володя Зеленский, и россияне тоже не новички в этом, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы, дыма хватает. Идет вот эта кулуарная, подковерная, закрытая метусня. Вы тоже не знали, мы договаривались, там разговаривали. Да, вот именно очень хочется надеяться. Вот именно очень хочется надеяться, что вот это кулуарное, подковерное, вот это все метушня, суета, вот эта вся, что она идет. Что Венс не просто так выдал в интервью о том, что, в общем, Россия готова дать гарантии безопасности, и, конечно, она даст гарантии безопасности, и все будет нормально. Венс обнадежил всех, сказал, что война будет остановлена сроком не позднее, чем через полгода. Полгода отмерил Венс. Но это все не будет быстро, понятно, но полгода не позже, чем через полгода. Уже и этот прогноз считаешь хорошим, потому что на самом деле война отражается и на человеческих судьбах. Сегодня обмен был 146 на 146. Украинская сторона подтвердила обмен. Очень много, скажем так, показывали журналиста Униан. Ну, это группа 1+1, поэтому много уделили время этому человеку. Ну, там были и старые, условно, старики, да, и молодые люди, 26, 62 года. То есть вот такой разлет был. Обмен — это всегда хорошо, это всегда здорово, но вот это вот отдельно вот, хочется этот обмен с вами обсудить. Вот так его представил Лубенец, омбудсмен, да, человек, уполномоченный по правам человека в Украине. Да, ну, в общем... В общем, действительно, эмоции, вот этот журналист, вот это он непосредственно тут фигурирует, его Ермак тоже перепостил, он очень долго пребывал в плену, ну как, это гражданский человек, нельзя сказать, что в плену, его осудили, да. В общем, рады, конечно. Значит, все очень здорово, и день подходящий, и повод действительно порадоваться за родных и близких этих людей, которых все-таки обменяли, и которые все-таки попали домой сегодня. Да? Вот пускай это... Вот я вспоминаю, что вот русские все к датам делают, к датам. Сегодня все сделали к датам в Киеве, киевская власть. И обмен этот тоже, и все сделано было к датам. Вот абсолютно все. По поводу этого обмена также был освобожден и вернули в Украину бывшего мэра Херсона Николаенко. Вот так он выглядел, ну, когда был мэром непосредственно, да, а вот так он выглядел сегодня, уже вот сегодня. Руслан, вітаю зі святом рідним. З Днем Незалежності. Слава Україні! Героям слава! Больно, конечно, смотреть. Провел он около 3 лет в застенках. Ну, в общем, осудили его в России. И, соответственно, был эпизод, когда его могли обменять относительно, там, условно, там, через полгода-год, но там был солдат с гангреной. И он попросил, этот бывший мэр, чтобы солдата вместо него обменяли. Это случилось. Благородно поступил. Ну, а потом 2 года примерно ждал еще вот этого дня, когда его вернут восвояси, вернут в Украину. Ну, тем более, там, Херсон сейчас контролируется Киевом. И, в общем, поедет он в Херсон, или будет реабилитация, или будет что-то еще.
Но все вспоминают апрель 22 года, где, ну, или не апрель, но 22 год, да, где-то так, когда с ним общается корреспондент «Известий». Он на тот момент был бывшим мэром Херсона, и корреспондент ему четко задает вопрос по поводу героизации приспешников, нацистов в том числе. Неужели вот здесь, здесь, где висит сейчас знамя Победы, да, где стела освободителем, горит вечный огонь, вы сможете повторить то, что сказали в прошлый раз? Шухевич для вас действительно герой? Ну, в общем, тут понятно, да? Кто-то скажет, некорректная работа журналиста. Ну, вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что он же когда-то говорил, что Шухевич герой, да? Вот он попросил объясниться. Другое дело, что зачем это делать? Вот, смотрите, висит флаг Победы, красное знамя, а тут мы сейчас под этим флагом будем говорить, что Шухевич герой. Ну, говорят, что после этого ответа и после этого видео Николаенко, собственно, и постигла та судьба, которая, ну вот, дай бог, закончилась сегодня. Если это звание ему дала страна, значит, для этой страны он герой. А для вас? Для вас, для человека, который сейчас смотрит, как развивается знамя тех победителей, кто уничтожал, в том числе Шухевича. Это знамя, которое было поднято над Рейхстагом всем Советским Союзом. Это символ победы. Это символ победы, да. Шухевич на чьей стороне воевал? На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину. Ну, в общем, после вот таких исторических опусов, так сказать, и воспоминаний загремел Николаенко. Ну и слава богу, что сегодня, в День независимости Украины, его отпустили, он дома. И да, пускай, конечно, изрядно потрепан этими застенками, но все равно он все-таки вернется к себе, возможно, даже в Херсон. Выжил, жив, и на том спасибо. И когда говорят, что идеология важна, не важна в этой войне, оказывается, что важно все. Просто здесь масштаб личности, человека, ситуации, в которой оказался человек, тоже важен. Ну, к слову, сегодня в Херсоне ужас, что творится. В общем, я помню, как когда-то сорвало флаг, когда падали елки новогодние, ну, перед 22-м годом. Ну, вот сегодня Херсон как раз-таки тоже знаки и символы. 24 число накрывает песчаная буря. В Шуменском песчаная буря. Ну, в общем, вот так она несется, это песчаная буря, и ну, есть много других тоже видео, это сегодня происходит из машин и так далее. Протестуют против чего-то природа. Может, не надо мощи стирать в Киево-Печерской лавре, плащаницы их там, кости мыть святым, ну, тогда и легче будет. Но все-таки сегодня все хорошо у Зеленского. Сегодня приходят потрясающие новости. Сырский приберег, он долго об этом не говорил, а вот сейчас приберег, подгадал ситуационно успех по 24 число, 3 населенных пункта освободили на Покровском направлении, ну или где-то около. В общем, Зеленый Яр освободили, в общем, все замечательно. Тут возле Шахова мы видим, есть продвижение, и в районе Покровска, конечно же. В общем, хорошо все, хорошо отработали. Вот Зеленый Гай, да, вот этот вот Зеленый Гай освободили, и, соответственно, это продвижение вот здесь срезали. Ну, по крайней мере, так отрапортовали. И, в общем-то, Сырский,
Насколько это будет соответствовать действительности, эти хорошие новости, мы увидим немножко позже, но все-таки факт остается фактом, да? Действительно, Сырский отрапортовал о том, что, значит, сегодня освободили Новомихайловку, в том числе, которая на стыке там Луганской и Донецкой областей, которая находится вот здесь. Ну, в общем, об этой Новомихайловке рапортует непосредственно Азов, 3-й штурмовой корпус. Красиво делают. Праздник же сегодня. Пане президент, підрозділ АТА та 3-я штурмова бригада звільнили Новомихайлівку. Служимо українському народові! Слава Україні! Героям слава! Ну, все, в общем. Давайте, дякую вам. Зараз перед нами їде. Давай, під самий борт. Все, в общем, в таком духе. Ну, как говорится, ничего не понятно, много меняющихся быстрых кадров, все круто, все, но главное, что президенту, человек с заблюренным лицом, ну, потому что нельзя, потому что там разведчики и 3-я бригада, хотя 3-я бригада и не блюрила себе лицо, освободили вот эту Новомихайловку. То есть Сырский 3 населенных пункта подкинул, плюс еще один населенный пункт. Есть о чем людям говорить, что классно воюем, мощно, все хорошо. Можно так продолжать воевать и дальше. Ну вот так. Украинский флаг и все замечательно. То есть вообще замечательно все. Все по-праздничному. Все как есть. Все здорово, все удается. Завтра уже, конечно, ситуация изменится. Послезавтра тоже. А пока все здорово. Кит Келлог, вон, пожалуйста, орден получил. И еще там целый ряд. Линдси Грэм получил. Вот этот евангелист получил. Бернс который. Все, кто помогает Украине и власти Зеленского, всем по ордену дали. Все нормально. А если вы там какие-то... видите вдруг по телеграм-каналам ситуация нехорошая, например, с ТЦК, так не обращайте внимания, это же российское ПСО. Вы вот думаете, ТЦКшники, они там продаются, там покупаются, взятки берут. Нет, ребята, это все ерунда, не верьте никому. Швайка так и говорит, никаких взяток нет. Все как на ладони. ТЦК, открытая структура. Скільки грошей стоїть забронюватися? Да, ТЦК, открытая структура. Швайка, в принципе, так всем и сказал. Скільки грошей стоїть забронюватися на рік? Не знаю. Не бронюємо. Не бронюєте. Більше того, коли до нас... І скільки можна дати грошей, щоб тебе випустили з того самого бусика, ви теж не чули? Я чув в ефірах, від багатьох спікерів, скільки коштує випустити з бусика, скільки коштує адвокатам, які знаходяться в ТЦК. Ну, дуже скептично сприймають ці твердження. Скептически. Ну-ка, это он слышал? Говорит, я, конечно, слышал, но вообще ничего не понимаю. Сколько там что стоит? Стоит ли что-то вообще? Ну, вообще, о чем вы? О чем вы? Ну, о чем вы? Что вы такое говорите? Нет никакой коррупции в ТЦК. Представляете? Но это только в День независимости об этом можно говорить. Нет в ТЦК коррупции. Насправді, тому що система... Тому що високі розцінки можна? Ні, тому що все всім видно. Все всім видно в ТЦК. Так а что-то вы всем не показываете, чтобы не было видно. ТЦК – це відкрита, по суті, структура, в якій люди один одного бачать протягом всього періоду проходження військовослужбовців. І сказати, що вони кожного дня беруть гроші, це є, ну, м'яко кажучи, перебільшення. Ну, може, вони їм не кожного дня дають. Ні, ну, ситуація в суспільстві розповсюджується яка? Практично, от, типу, відкрите віконце, от каса. От сюди ложиш гривню, от сюди 5 гривень, от сюди 10 гривень, а може і не гривень, і от точно це вікно відкривається. Ну, це не так. Це не так. Конечно, не так. Конечно, не так. А чего улыбаешься, Швайка? Чего улыбаешься?
Нет, ну может, конечно, все поменялось, потому что людей на фронте сейчас дефицит. Об этом говорят, ну, действительно, об этом говорят. Я вот жду, когда появится 15 тысяч этих сухопутных роботов, которые будут воевать вместо людей. На них Сырский надежду возлагал. Прошлый шум я с вами делился этой замечательной информацией. То есть людей не хватает, людей ловят. Доходит до каких-то ужасных случаев. Ну вот Одесса, например. Эпизод, который просто потрясает воображение. Мозг взрывается, когда ты видишь эти кадры. Водитель автобуса ТЦКшного общается с женщинами. Своего. Думаете, кто должен воевать? Ага. Ты должен воевать. Да, воевал где? Покажите документы ваши. А ну давай. А чего вы здесь? Если я сейчас награды покажу, вы станете на колени? Подождите. О, я сейчас покажу награды, а вы станете передо мной на колени? У меня возникает сразу вопрос. И смотрите, может, у него есть награды? Не знаю. Хорошо, награды есть какие-то там, не знаю, там, грамота от сельсовета или горсовета. Может, там еще, может, даже от президента какая-то медалька есть. Может, он действительно воевал. Так а за что он воевал? Что перед тобой на колени все стали? Не, ну подождите. По новым украинским традициям встанут все перед тобой на колени, когда тебя пронесут, так сказать, в деревянном костюме. Но он же не собирается, чтобы его проносили в деревянном костюме. Он водитель буса ТЦК. Он вершина эволюции. Он человек, которому все возможно, все дано. Это он вершитель судеб. Он фактически как будто бог, который через реку Стикс переправляет людей. И он задает вопрос этим женщинам, которые отбивают там пацанов в Одессе. А ты станешь на колени передо мной, если я награды покажу? Там, правда, не задачка получилась. Одна из женщин физически не может встать на колени. Не, на колени мы не станем. А чего мы же тоже награды? Чего я должна остановиться? Прямо. Они премию получают. Естественно, за каждого отлова. Бог все видит. Вы все равно сгорите в аду. Бог все видит, вы все равно сгорите в аду, говорят женщины, ментам и ТЦКшникам, и вот этим по парням, да, которые вот это вот, ну, скажем так, принимают свою участь, ну, которых бусифицируют. Все равно Бог все видит. Бог все видит. Все видит. Посмотрите. Посмотрите. Бог видит. И уже проклятие на всех. Висковье? Эти войсковые мы там с вами... На фронт, да, на фронт. Сами здесь сидите и ловите. Не идете защищать, а здесь ловите. Я был там. Был, с Херсона людей вывозил. Он был там, был, с Херсона людей отвозил. Смотрите, как он... Тут же начинает, а ты там был или там не был? И вот даже вот полицейского даже нервы не выдержали. Ладно, там ТЦКшные, то затворы передергают, то еще что-то. А вот уже он полицейский. Я был там, я там был, я вывозил людей. Захищав Україну, який просить мене на інвалідному візочку стати на коліна. Стати на коліна. Это вот перформанс, как бы водитель буса показывает свое удостоверение развернутое, вот это типа, вот он я тут. Это УБД у него или что он был, что он воевал. А женщина, которая с инвалидностью, она как бы продолжает возмущаться. Перед тобою на валізному візочку. На валідному візочку, ти вдумайся, що ти кажеш, гей! Він мені каже стати на коліна перед ним за те, що він воював, а я сама у валідному візочку. А чому це мені? Давайте, ребята, отсюда, щоб не видно було. Вот так вот, собственно, и происходит в Одессе мобилизация. Есть еще, скажем так, одесский случай, который там вчера, по-моему, утром, ну, прямо с утра, есть же там закрытые ЖК, ну, там несколько домов, и там вот шлагбаумы, там кто попало не заедет, не проедет, а ТЦКшники с ментами можно. Человек 50 заехало и проводили в ЖК, там, по-моему, называется ЖК «Реал» в Одессе, проводили, так сказать, обход по домовой. Примечательно, что на этом обходе интересовались и спрашивали документы и у женщин тоже.
у женщин. А вдруг специальность какая-то такая мобилизационная? Надо же проверить, на учете женщина или нет. Ну и, в общем, это все, как всегда, закончилось потасовкой. Ребятки, здравые. Що ви робите? Відпустіть його! Он говорит, давайте поговорим. Не, они сюда не разговаривать, собственно, приехали. Вот так и поговорили. Вот, собственно, с другого ракурса, как все начиналось. Это он бежал, ударился в столб. Ну вот, еще раз, вот бежит и ударился, не в столб, в забор, да, там столбики, заборы. И, в общем-то, подранка, так сказать, уже проще его, собственно, бусифицировать. Ну и побежали тут женщины. Ну и отбили, да, как, скажем так, этого мужчину. Но бусификация же продолжается. Дело такое. Ну, быстренько тут сосед, видимо, так сказать, помог, посадил в машину и увозит. Вот так люди друг другу помогают в Одессе против этих людоловов. А вот это вот с другого ракурса. Тот же ЖК. Выбежали, в общем, ребята. И, в общем, начались танцы. Там женщины, мужчины друг у друга пытаются, собственно, отбить трофеи вот этих добрых патриотов, которые сами идут, как добровольцы, защищать независимость Украины. Вот как-то так это все выглядит в Одессе. Но если вы думаете, что это только Одесса, нет. Абсолютно нет. На Волыни бабы прогоняют ТЦКшников. А може ви спотикнулися і впали? Ви що, ткнулися багато мужчина? Дивіться, поліцейського є відео. Значит, ТЦКшник жалуется, что, в общем, отмутузили его бабоньки. Вот смотрите, там ручка болит, ножка болит. Смотри, по ноге. А те кричат, комар укусил тебя. Что ты рассказываешь? Комар укусив. А балончиком є теж, щоб... Я захищався, вони мене штакетами били. Баллончиком он защищался. Те его били палками, а тут с баллончиком от них. Що приїхали в наше село? А що? Не кричіть, обмотали звідси. Такий умний. Хлопець, якому ти пшикав. Ну. А ви що, серйозно? А чого ти при... Любят их в селе на Волыне. Но это еще как бы не все. Там есть продолжение на самом деле, да? Ну, как бы нервы на пределе, есть продолжение. Що вже зібрались люди, і ви не хочете, щоб було заяву за заміну номерів. Ми відвічаємо на області, а не можна їздити. Ой, ще 3 машини міліції, а що ви 4? Ото визвали на людей. Викидайте в інтернет. Хай ще під'їжджають на людей. Ще такого не було ніколи. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Там 8. Люди в шоке. То есть произошла стычка, и после стычки сразу же, моментально, вот прям поперли вот эти, скажем так, подмога поперла. Полицейские, все, все понеслась, в общем. Они защищают своих. Система начинает защищаться. Плюс унижать тебя. Говорить, а ты, женщина, станешь передо мной на колени? А зачем ты воевал? Чтобы женщины на колени перед тобой становились? Чтобы как к божеству к тебе относились? Ну, то есть, с людьми война делает очень тяжелые метаморфозы. Очень меняет их облик моральный, вообще этический. Потому что сегодня очень много было сказано там Зеленским, другими товарищами про справедливость, про какую-то там ценность, про независимость. А что мы имеем на практике? А вот это вот и имеем. И вы знаете,
понятно, что очень хочется, чтобы в этот день все-таки страна как-то переживала и выплюнула вот эту зеленую соплю элит. Но кажется, что это уже нет, страна подавилась. Надо хорошенько ее похлопать сзади по спине, чтобы все-таки, чтобы удавившаяся Украина от вот этих жирных и просто нечеловеческих каких-то ужасающих понятий и, в общем, подконтрольных вот этих элит, чтобы все-таки избавилась, чтобы выхаркнула, выплюнула, и чтобы этого не было. Но только, наверное, с внешней помощью это возможно. Вот даже условно Лавров говорит, мы признаем Зеленского как де-факто главу режима, это говорит Лавров, а кто подписывать будет, мы потом решим. Но вот сейчас номер 2. Вопросы к нему есть по легитимности, но они не такие, как к Зеленскому, конечно. Все-таки вопросов меньше. Продленка Верховной Рады все-таки она более законна, чем президентская продленка. Это вот Стефанчук. У Стефанчука уже нервы сдают, представляете? Он вичудив в парламенті, що недавно. Процедури що? Хто з процедури? Будь ласка, Климпуш-Цинцадзе, що ви хочете з процедури? Шановний пане голово, звертаюся до вас із проханням попросити доповідачку, оскільки це важливі питання, чітко, без маніпуляцій, Дякую, я перепрошую. Дозвольте, я завершу, повністю озвучувати, про що поправка. Тому Дивіться, а можна я... Значит, смотрите, они рассматривали поправку. И у него уже просто срываются все гайки, все там, резьба сорвана у Колывана. И, в общем, он начинает орать на Климпуш-Цинцадзе. Я це адресую наступний раз вам, коли ви будете виходити тут і постійно говорити, що у вас в телеграм-каналах робиться. Ні, вона говорить те, що вона вважає за потрібне. Я не буду рецензувати. Будь ласка, 55-та поправка. Має до себе, потім скажете, коли ви вийдете тут от з плачами різними. Будь ласка, 55-та поправка. Дістали вже всі. Достали его все. Достали Стефанчука все. Представляете? Все достали. Что ты будешь делать? Ей-богу. Все достали. Ну, бывает, слушайте. Бывает. Достали Колывана. Извлекли, так сказать. Есть такое выражение. Но, собственно, кому оно интересно? Кому интересно? Очень интересно, в завершении там, основного нашего шума видятся новые, ну, так сказать, новые новости, да, вот последние, из последнего, что сообщают. Трамп приостанавливает некоторые поставки оружия в Украину, Associated Press передает, из-за низких запасов. Представляете? Это касается ракет Patriot, вот этих бомб GMLRS и снарядов для гаубиц. Низкие запасы. Понимаете? Низкие. Все. А вы тут ходили, думали, что мы... запасы низкие, поэтому в Украину мы приостанавливаем все. Так погодите, деньги есть у Европы. Европа готова заплатить. Ой, извините, у нас запасы низкие. Мы продадим, но потом. Война заканчивается. Зеленский сегодня день эго Зеленского. День, когда он хорохорится. Ну и вот только что прям, да, вот в эфире обновилось. Впервые в Запорожье залетел FPV-дрон в виде квадрокоптера. И, вероятно, этот дрон к пригороду доставил дрон-матка. Ну, то есть, этот дрон не может долететь до Запорожья. Ну, вот. А вот через дрон-матку может... Вот такого класса имеется в виду, такого класса и, собственно, такого размера дроны. Поэтому вот как-то так. Ну и еще, значит, очень и очень возмутился Сиярто.
И это принципиально важный тоже эпизод. Сиярто продолжает давить. Значит, Зеленский в своих словах об ударах по нефтепроводу «Дружба» якобы высказал угрозы в адрес его страны. Сиярто призвал положить конец атакам на энергетическую безопасность Венгрии. Ну, по сути, собственно, Петер Сиярто продолжает биться. Собственно, за свое имя все-таки. За энергетическую безопасность Венгрии, за то, что, ну, простите, пожалуйста, но разве так можно? Разве так себя ведут страны, которые зависят от энергоресурсов, от электроэнергии, от многих вещей зависят? Но, как видите, продолжают свою вот эту бездумную политику еще и каким-то образом давить, да, на соседа. Мы с одним соседом воюем, ну и получается атакуем другого соседа. Уже фактически Венгрия об этом высказалась и признала. И признала этот факт. Давайте завершим голосование сегодняшнее. Друзья, всем большое спасибо за то, что... Вот спасибо большое Слон Y за поддержку, за суперчаты, суперстикеры. Это всегда очень приятно и здорово. Спасибо большое, что смотрите, что любите шуметь. Это всегда поднимает настроение. Наш шум, всем шумом шум. И спасибо вам большое, что пишите в комментариях. Даже если вы условно не пропустили игру в города и смотрите в записи, все равно в комментариях, не в чате трансляции, а в комментариях напишите, откуда вы, как относитесь к сегодняшнему дню, празднуете или не празднуете. Значит, вот так проголосовала аудитория. 14 тысяч голосов мы получили. Вы отмечаете День независимости Украины? 3%. Да, для меня это важный день. По 24%. Надо этот день переименовать, и после 14 и 22 сошло на нет. Ну, в принципе, есть такое чувство, что праздник, ощущение праздника другое. Ну и 49% нет, я не украинец или не в Украине, ну, поэтому не праздную. То есть я не украинец или не в Украине нахожусь, поэтому, собственно, для меня день... В общем, не отмечаю День независимости. Спасибо большое за то, что честно проголосовали, за то, что честно... скажем так, ответили на этот вопрос, и будем переходить к вашим непосредственным вопросам. Традиционно два пути коммуникации в шуме. Это клуб зрителей, колобок, куда мы катимся, ну и, конечно, потом общение с чатом. Давайте пообщаемся с клубом зрителей. Значит, здесь вот такие вопросы. Александр, добрый вечер. Привет вам из Казахстана. Спасибо за ваши эфиры и иронию. Мой друг взрослый, казалось бы, образованный человек. Зная, что сейчас мы знаем о клоуне на Банковой и его душегубах на Воронках, продолжает утверждать, что война началась исключительно потому, что Путин хотел и дальше быть президентом. А когда я пытаюсь уточнить, что он думает о нынешнем военно-политическом руководстве Украины, даже сейчас утверждает, что все с ним хорошо и что я пытаюсь углубиться. Вопрос. Со многими ли друзьями вам пришлось прервать общение в данный период, чтобы вы могли сказать моему другу, зовут его Наиль. Заранее благодарю. Наиль, время всех рассудит. Я просто, смотрите... Пребывая за границей, сменив там одну страну, вторую страну, ты немножко понимаешь, что за этим всем, вот почему Зеленскому удается, в общем, этот ужас творить с Украиной. Потому что за границей это все равно воспринимается как некоторый сериал. Сериалы он снимать умеет. Это сериал. Путин, вот это все, даже вот эти маразматическая аналитика, что там Путин в холодильнике, и сейчас там, в общем, там конец, и все остальное, это все равно тоже элемент сериала, шоу, понимаете? Наиль, если вы просите, уважаемый пользователь, вы когда смотрите какой-то сериал, бывает такое, что где-нибудь в серединке перестаете смотреть, а потом переключаетесь на несколько там серий, пропускаете, да, и смотрите концовку, она вам не нравится. Это будет шоу, концовка которого не понравится таким, как Наиль, 100%. Потому что вот эта вся завеса, вот этого всего героизма, потужности и незламности,
она уже слетает. Как с белых яблонь дым сойдет. Уже сейчас сходит. Запомните, Украина с сегодняшнего дня не жертва, а боец. Ну, а боец... И отношение к нему другое. Не только противника, не только секундантов, а еще и трибун. Добрый вечер, Александр. Кого личное мнение, что сможет реально уступить Зеленский ради остановки войны или по Щелину, самолеты и вытекающие последствия? Нет, самолета и вытекающих последствий, мне кажется, не будет. Ну, это мне так кажется. Я так думаю... Значит, еще раз дополнительный вопрос. Как Зеленский будет пытаться легализовать себя для подписания мира? Через встречу с Путиным. Смотрите, сегодняшний, это тоже очень важная сентенция, очень важно это понять. Зачем Зеленскому встреча с Путиным? Чтобы его не просто как де-факто этого главу режима признали, а еще и подпись Россия получила Зеленского. Впарить подпись Зеленского России нужно. А потом там перекрутится, и вы же видите сейчас, какие проводят параллели, что ох, у нас будет меньше территории, но больше суверенитета. А кто-то придет и скажет, а мы это не подписывали, а мы вот так, и это все продолжится. Ну, опять Россию хотят обдурить, да, то есть и в НАТО будут пытаться, и, в общем, нарушать вот эти все... То есть, когда Зеленский подписывает, да, то есть, с одной стороны, это хорошо, он как бы забирает все с собой, а с другой стороны... Ну, он дает пространство для маневра тем же глобалистам. Поэтому Россия говорит, что мы Зеленского подпись под мирными соглашениями окончательными мы не признаем. Значит, Игорь, что может уступить, реально может уступить Зеленский? Зеленский будет все то, что договорится Трамп и Путин уступать. Вместе с Европой и Британией. Вопрос только, как это будет выглядеть. Судя по сегодняшнему дню, это будет выглядеть еще так долгенько. Полгода минимум по Венсу, а там они планируют, короче, рассчитывают еще годик повоевать. Вот примерно так. Примерно годик. Им нормально. Чего, денежки есть, вот смотрите, там премьер, вот здесь, мы немножко, тут еще чуть-чуть. Он же как недавно... Зеленский высказался в интервью, Рейтерс, кажется, позавчера, говорит, давайте уже закончим этот вопрос, давайте уже проведем эти выборы, я так хочу, чтобы ко мне не приставали, это когда я как назойливая муха вокруг меня летает, эти выборы, да какие выборы, давайте уже все закроем, проведем что-нибудь там. Он хочет переизбраться, он хочет... Честно, нечестно, именем войны будет честно. Но он как бы подтвердит свою легитимность, тогда ему будет легче, и все. И тогда вот он будет. Это один из сценариев, которые на Банковой планируют. Он сегодня провел предвыборную кампанию. Значит, Украина не жертва, а боец. Значит, никаких позора или стыда, да, вот этого от России, то, что Россия называет компромиссами. Украина, значит, не победила, но она уже не проиграет. Вы заметили, как этот нарратив сейчас продавливают? Но пускай территориальная целостность не вся, но суверенитет-то какой? Это все предвыборные накрутки. Это будет продаваться как мощное «выбери меня», да, вот это потушного, незламного зелья завтрашнего дня. И на этом они заручились поддержкой американцев. Им очень нравится выражение Венса о том, что, тут опять-таки, понимаете, Венс, да, говорит, по территориям Украина будет решать сама. Ну, а что такое? Правильно, сама. Они сами должны как бы отказаться подписать мир с Россией и разделить по территориям, там, обмен территориями или отступление из Донецкой области. Сама будет решать, конечно. Но в то же время Венс что говорит? Венс говорит, без России не будет никаких гарантий безопасности. А Зеленскому это, ну, скажем так, поперек горла. Это вообще не его история. Поэтому тут вот такая вот игра. Пытаются ловить глобалисты на крючок администрацию Трампа, и кажется, что
они уже на крючке, поэтому сегодня такой потужный Зеленский, ну и праздник, конечно, праздник большой, и успехи на фронте есть, смотрите, и поражены предприятия, а в России там дефицит с бензином сейчас, а вот это вот все, ой, слушайте, победа украинцу что? Вот я всегда вот в эти дни независимости, я вот так вот удивлялся, я думаю, что украинцу вот хорошего? Ну как? Мы же там Мордор победили, или побеждаем, или там бьем такую большую, мы же вот какие мощные. Хорошо, бьем, дальше что? Что? Сколько нас останется? В каких границах? Что будет с людьми? Где они поразбегаются? Куда они денутся? Где им угол свой найти, этим людям? Кто об этих людях думает? Нет, никто не думает. Зеленский только в речах выступает, наши дети, а наши, зададут многие украинцы вопрос, а наши, что им уготовано? Значит, в рубрике «Колобок. Куда мы катимся?» Значит, всем большое спасибо, что пишете, во-первых, свои истории. Я хотел бы вот здесь, пишет мне Екатерина. Она сейчас говорит, я живу в Киеве, подписана на вас давно. Совсем недавно был на канале ролик о минах на границе с Белоруссией. Да, действительно, значит, это Черниговская область. Пошел мужик по грибы, да, пошел на тихую охоту и поснимал мины о том, что они есть. Ну, чтобы не бежали из Украины. Значит, у меня в селе, не буду называть какое село, на Черниговщине, отец живет. Он как раз любит в лес тоже за грибами ходить под конец лета. И там сейчас такая ситуация. Он начал обзванивать все инстанции, чтобы разобраться. В конце концов, там до какого-то замначальника департамента социальной защиты Черниговской области дошел. С ним интересный разговор произошел, в ходе которого этот зам Кривенко допустил присутствие мин на границе как бы с целью защиты и пояснил, что департамент занимается разминированием вражеских мин, а не своих. То есть есть департамент, который там приходит, там война была, заминирована. Это ж типа свои мины, он их разминировать не будет. На просьбу о том, что табличку, мол, поставь, где есть риск подорваться, пообещал позвонить там, но потом в интернете началась кампания, а простые люди, в том числе и отец, в конце концов остались без табличек и адекватной реакции власти. Разговор, собственно, получился вот такой, и, в общем, очень просит, что в селе на Черниговщине село Лопатни, да, чтобы мы вот все дружно поддержали и распространили этот момент, эту историю, потому что действительно власть реагирует неадекватно. Мины расставили, табличек нет, люди идут на границе с Белоруссией, идут по грибы и, в общем, рискуют подорваться. Я с этого колобка начал, потому что это очень важно. Спасибо вам большое, Екатерина, за то, что пишете, за то, что смотрите, за то, что реагируете. И многие люди, вот тоже живет на границе с Белоруссией человек, и видит вот эти тоже такие же мины. И можно легко просто... И кто там тебя... Расскажут о тебе в средствах массовой информации, если ты подорвешься на мине? Да нет. Подорвешься и подорвешься. Это же для защиты. Но по сути это сделано, чтобы люди не бежали через границу в Беларусь. В чем цинизм. Добрый день, Александр. В свете скорой встречи в Китае практически всех влияющих на принятие решений. Интересно ваше мнение по поводу этой встречи, особенно более широкое видение роли Китая в целом при текущей позиции. С уважением, Владимир. Китай очень красивый сегодня сделал жест, я так упоминал, по поводу поздравления. Значит, оно было не публичным, поздравление с Днем Независимости. Мне кажется, Китай сейчас, он понимает, к чему все идет. И он включается в игру вот по-настоящему. Потому что все видят, что война в Украине заканчивается. Следовательно, нужно каким-то образом сделать так, чтобы
Ну, все говорят, что Китай за то, чтобы эту войну продлить. Я не совсем разделяю эту точку зрения. Я думаю, что достаточно Соединенные Штаты Америки ослаблены сейчас. Газа, мы видим, продолжается. Тут, помимо всего прочего, еще, собственно, Израиль, союзник Соединенных Штатов Америки, начинает атаки хуситов. Это вот президентский дворец взлетел на воздух. А также еще ряд объектов. Страшно, конечно, горит президентский дворец. Это в столице Йемена. То есть там военные объекты, на ним, среди этих объектов тоже его взорвали, в общем. Были удары по хуситам. То есть тут начинается вторая история, вторая волна. Ресурсы действительно не безграничны. Associated Press, конечно, подколоть хочет Трампа. Понятное дело, глобалистские СМИ как бы в издевку над Трампом. Мол, у тебя нет, у тебя там запасов нет. А как же ты гегемон, чем же ты собрался воевать? У Китая запасов оружия есть. Но Китай не хочет воевать. Китай хочет, чтобы на него не переключили вот эту всю убийственную машину Америки и глобалистов. Но я думаю, что мое такое ощущение, что, мне кажется, с Китаем все будет хорошо у Трампа. Трамп начнет отщелкивать, отстреливать, политически имеется в виду, вот этих всех товарищей. И у Трампа прошло-то условно только полгода, ну так, да, полгода. А этих начнут менять сейчас все. В Европе, да, вот этих глобалистов. Ну, там Корни этот, который приезжал, тоже вроде как Трюдо недавно заменил, но тем не менее. То есть Трамп начнет их пережевывать еще и во временном отрезке. Вы же заметили, как сейчас пошел нарратив? Полгодика, это все не быстро, ну, все закончится, ну, не быстро. То есть американцы перестали спешить. Они перестали спешить после того, как Трамп и Путин на Аляске встретились. Это о многом говорит. Значит, что касается сегодняшнего чата, всем большое спасибо за то, что, ну, во-первых, поддерживайте, во-вторых, пишите хороший, добрый комментарий. Значит, всем большое спасибо за то, что мы вместе. Так. Шелест, секретный агент, сменил локацию, потому что прошлое раскрылось. Ярослав, русский князь. Так. Значит, Жанет Бачурина. Саня, привет. Ответь только честно. Может ли Украина быть нормальной страной, имея в своем составе Галичину? Только не рассказывай про Еврочемпионат по футболу. Все это нас дерьмо тянется с 1939 года. Может, конечно. Может. Смотрите, вам, ну, с вами играют в ту же самую историю. Вот когда, я помню, там, людей из Донбасса, да, выставляли бандитами, недотепами, ну, такими всеми, какими-то блатными, или какими-то недалекими, или еще как-то. Это же делалось намеренно. Сейчас эта технология идентична. Вот Галичина, вот они там такие-сякие. Смотрите, не Галичина, а вот эти люди и понятия. Люди и понятия резко меняются, когда меняются, там, условно, флаг за окном, порядки за окном. Все сразу становится на круги своя, все понимают, все прекрасно знают, да, когда президент в кресле меняется, все сразу тоже меняются. Проблема не в Галичине, проблема в порядке, проблема вот во власти, вот в чем проблема. При Советском Союзе, во Львове, что, плохо было? Заводов не было, там, автомобилестроения, или какие-то там вот эти все раскольнические истории были.
Нет, потому что все понимали, есть стабильная, нормальная власть, правильно, понятные условия, да, с перегибами, там, кто-то нравится, не нравится кому-то коммунистическая идеология и так далее. Ну, просто время такое было, была идеология. Если сейчас не будет идеологии, вот просто не будет, ее просто возьмут и уберут, и скажут, значит, любая идеология запрещена. Только так, по-нормальному. Без вот этих, там, сегодня в Запорожье подростки вывесили нацистский флаг, там, флаг Украины, праздновали День независимости. Ну, понятно, там к ним пришли, в общем, милиция для детей. Нормальная цели, задачи, обстановка нормальная, и все будут нормальными людьми. И Львов по-русски заговорит, и нормально будут относиться к этому. Только нужно время и уклад более-менее понятный. И будут говорить по-русски, и по-украински, и всех друг друга будут понимать. И по-английски будут. Вообще тему языка абсолютно никаким образом. Тему идеологии абсолютно никаким образом. Скажем так, ну, нельзя припечатать. Это все меняется. Вместе с поколениями меняются. Люди меняются. Люди, рожденные там, ну, условно, в новой вот этой нашей эре, они будут вообще другие. Они обернутся назад, посмотрят и покрутят пальцем у виска. А что вы тут воевали? За что? Кто? Какие там силы? Поэтому нормально будет все с Галичиной. Не обижайтесь на Галичину. Обижайтесь на придурков, раздолбаев и продажных шкур, которые просрали страну. Ты что на вопросы Ватникова отвечаешь? Ну, на все вопросы отвечаю, которые вижу, ну, которые попадаются. Порошенко, ну, понятно, тут люди пишут. Значит, спрашивают, в какой я стране. В соседней, от которой был до этого. Шелест января месяца говорит, что все закончится, все не заканчивается. Ну, смотрите, давайте так. Есть люди, которые вам это говорят в силу своих, ну, каких-то интересов. Мой не интерес в том, чтобы вам это говорить. Мой интерес в том, чтобы это действительно закончилось. Народы примирились, и, собственно, те раны, зияющие войны, надо зализывать. Вы понимаете, какая огромная работа вот уже сейчас предстоит? Вот завтра закончить войну, вот все. Перемирие, прекращение, там, Зеленского, там, назначить Елбасых, пускай сидит, дать ему все гарантии всех безопасности мира, Путину территории, хорошо, территории, там, что там надо вписать, русский язык, давай запишем, базы никакие, базы, уходите, все там, оружие, демилитаризация, да вообще не вопрос, давайте, всех удовлетворили, всех, да? Завтра заканчивается война. Вы понимаете, какой глобальный кусок работы нужно проделать в историческом масштабе стране для того, чтобы выковылять из этого ужаса, для того, чтобы выползти хоть каким-то образом, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть как-то влезть в нормальное, ну, там, цивилизационное развитие, ну, там, как страны, как общности, как вот что, сколько всего. Вы понимаете, что это абсолютный нонсенс, идиотизм и тупорылое туголомство. Говорить в День независимости, когда в День независимости нужно хвастаться чем-то, да, нужно предъявлять свои победы. Ну вот смотрите, победы. На фронте можем предъявить победы. Сырский постарался. Все, что мог. 3 села сегодня. Правда, там в Днепропетровской области одно потеряли, ну да 3 села. Вот 4-е там было на подходе между Луганской и Донецкой областью, вот там еще в том направлении. Смотрите, как классно. И отрапортовали, и флаг вывесили. Все под праздник сделали. Ну вот, победа. Ну, 3 села сильно ты не продашь на фоне этой всей ужасающей трагедии. И то, что дроны уже FPV долетают до Запорожья. Не продашь. Нужно что-то другое продавать. А что ты будешь продавать? Что мог, то и продал сегодня Зеленский. А ему больше нечего продать. Но называть
там же этого Карни повели, сейчас там публикуют всякие там СМИ, фотографии в очередной там завод дронов. Но публиковать как достижение страны, что американцы хотят делать с нами дроны, это вообще не достижение страны. Это вообще не достижение страны, и это нужно понимать. Завтра остановись война, послезавтра начнется титанический, серьезнейший труд поддержки друг друга, поддержки малоимущих, тех, кто вернется с фронта, тех, кто останется в структуре вооруженных сил Украины, тех, кто перейдет из структуры в другую структуру, но не ТЦК вот эти, а вот там правоохранительные органы, которые тоже нужно после истории с людоловством реформировать, систему здравоохранения, образования. То есть это огромный пласт работы. Вот это все отбросило страну на 70 лет назад. Уровень отброшен вот после этой войны. И нужно быстро нагонять все. А вы думаете, что вот там вот что-то, вот сейчас там война, это развитие, так представляют. Развитие чего? Развитие для кого? Какие инвестиции в стране, в которую каждый день может там залететь дрон, взорваться ракета, но видите как? Мы же независимые, мы сами это выбрали, мы сами будем решать. А мы это кто? Никто не задал в этот праздничный день Зеленскому вопрос. Мы это кто? Значит... Да, спасибо большое, Саня, за четный стрим. Значит, 3 села, да, 3 села наши, да, это точно. Смеются люди, Шелест в Чечне, инфосотка. Спасибо за шум, и вам спасибо, Виталий, за то, что написали комментарий. Шелест уже успел испробовать белорусских дерунов. Никогда в Беларуси не был и не пробовал белорусских дерунов, но говорят вкусно. Да? Ну, по крайней мере, как дома у нас готовили, там, в моей семье готовили деруны. Было вкусно. Шелест, я обычный гражданин РФ, не на войне, в центре страны. Могу гарантировать, что закончится примерно месяца через 4, после того, как глобалисты убедятся, что проект себя исчерпал. Не раньше. Евгений пишет. Евгений, спасибо вам большое за это сообщение. Мне кажется, что глобалистов Трамп должен заставить убедиться, что проект себя исчерпал. Пока, по большому-то счету, у них-то и расходов не было. Давайте так. Люди говорят, что там глобалисты, вот эти страны, Британия, Европа, для них-то там сущие копейки, эти там 40 миллиардов, которые просят, или там больше миллиардов. Но по большому счету, США же давали деньги на все. США. А они еще даже первый чек не оплатили. Ну, такой крупный имеется в виду. Не закуску какую-то, а основное блюдо. Заплатите за основное блюдо. А потом может быть десерт еще. А тут уже надо посмотреть в меню, в ценник, в кошелек. Мне кажется, что все будет тривиальней, банальней будет. Вот когда, собственно, подойдет время платить, вот тут-то эти глобалисты и спрыгнут. Но месяца 4, мне кажется, было бы хорошо. Я тоже разделяю ваше мнение. Скажите, пожалуйста, Светлана пишет, версия о том, что Россия за последний год продвинулась всего на 1%. Это нарратив Банковой и еще переезд с безопасностью. Переезд связан с безопасностью, нарратив Банковой. Ну, смотрите, это все... Ну, смотрите, его мощно запустили. Этот 1%, это все красиво. Там же как... 1000 дней, 1% территории. Территории какой? Территории от всей Украины. Захваченных или там занятых Россией как? Путем военным, ну то есть военным продвижением. О, класс! Отлично поиграли в математику, в столбик пересчитали, опа! И как бы получилось. Красиво же, красиво, потужно, потужно. Бьется по факту, не бьется. Потому что на другой чаше весов потери, на другой чаше весов эвакуация, которая уже на 4-м году изнывает. То есть все же думали как? Я думал тоже. С момента 22 года вот этот элемент эвакуировать граждан
да, он как-то более, лучше работает, что ли, понятнее, алгоритмы сразу переместили туда, там отправили, каких-то денег дали, какие-то переселенческие пакеты, какие-то помощи, гуманитарки, все, новое место привезли, в общагу поселили, куда-то там, какая-то помощь по сдаче жилья, сейчас там это все обсуждается. И вроде как надо, уже есть время это все наладить. Нет. Армагеддон. Что так, что тогда, что сейчас, все только деградировала эта система, и об этом мы говорили в прошлом шуме в том числе. Липецк, привет всем, привет всем. Значит, так, Шелест, твое видение в жизни не совпадает с мировоззрением галичан. Смотрите, тут же... Спасибо за эфир. Тут же как? Мировоззренчески надо иметь общие цели. Общие цели, и их достигать. И побеждать. Сообща. Но когда Зеленский говорит, что наши люди в Донецке и в Луганске, так откройте воду в Донецк, раз там наши люди. А чего? Подождите, а если бы это взять бы и договориться по воде и открыть этот славянский водозабор, Северский Донец, откройте воду, пускай течет. И может тогда и не надо было особо, скажем так, ДНР восстанавливать всю, например, да? Вот это рваться на Краматорск и Славянск. Потому что думают не из того расчета, чтобы как лучше людям нашим по одну сторону, по другую, внутри страны, за пределами в западных странах, за пределами там в России, в незападных странах. То есть, да, а думают как хуже, как мир через силу, принудить нужно. Да, за шум спасибо, интересно, хотя и грустно. Да, сегодня очень грустный день, на самом деле, друзья. Для меня всегда этот День независимости. Если вы бы меня спрашивали, как бы я проголосовал. Значит, меняется. Меняется с возрастом отношение к Дню независимости. Меняется с обстановкой вокруг страны, меняется с обстановкой внутри страны. Быть независимым, чтобы что? Чтобы тебя хватали на улицах? Чтобы, приехал какой-то канадец и начал рассказывать о том, что, смотрите, Россия сейчас загнется, Путин в изоляции, хотя весь мир видит, что это не так. Но он это чешет, и ему нормально. Перед Трампом вытанцовывая, а поддержи коалицию желающих. А коалиция желающих желает только одного, чтобы Украина продолжала воевать. Мне, конечно, очень грустно в этот день, потому что независимости никакой, получается, как не было, так и нет. Был шанс на независимость 34 года назад, но этот шанс мы им не воспользовались. Сейчас меняется поколение. Кстати, Марьяна Безуглая об этом написала. Значит, сколько-то там лет было Свириденко, там 7 лет, там или сколько там, годик или 2 был Федорову. И вот эти сейчас стоит Свириденко и Федоров, так сказать, непосредственно. Вот эта публикация. Сегодня еще и премия «Национальная легенда», да. Святослав Вакарчук рядом. Рядом с президентом Зеленским, пишет Безуглая. Вот эта публикация, вот она. 24 августа 1991 года был 7 лет премьерки, значит, пару лет. Мы родились на сломе эпох и репрезентуем новое поколение, поколение ровесников новой республики, которая сейчас отодвигает предшественников. У всех этих старополитических разборках очень непросто.
Но именно то, конкретно Юлия и Михаил, как они вот друг с другом будут ладить между собой, несмотря на разборки и попытки сделать их несубъектными, ведут. Новый обновленный Кабмин имеет значение. Их личная честь, достоинство, воля к изменениям и готовность качественно действовать. Короче, хвалит Юлю и Мишу, и, в общем, будьте независимыми, и поздравляет их Безуглая. Молодец, Безуглая. Но проблема там не в этом. Проблема в другом. Это поколение вот этих ровесников республики, как называет Безуглая Юлю и Мишу, Свириденко и Федорова. Это поколение, которое плюнуло на своих там дедов. Есть такая теория, я не очень ее разделяю, она просто мало работает. Ну как, то есть можно раскритиковать и разбить в пух и прах. Но с вами поделюсь, сделайте это в комментариях. Что примерно через 2 поколения, ну, в общем, аукается. Вот если брать там точку отсчета Великая Отечественная война, да, то есть было одно поколение, потом оно одно прошло, потом второе, это вот случилось нечто. Ну, если брать там поколение там 20 лет, да, там развал Союза, ну, это кто как берет, кто как считает эти поколения. Но тем не менее, то есть одна итерация, вторая итерация, что-то происходит. Сейчас то же самое. Одна итерация, да, у нас произошло. И сейчас будет вторая итерация, будет еще, значит, что-то хуже. А люди, вот эти поколения, они, получается, скажем так, потому что плюнули на своих дедов, да, потому что плюнули на достижения. Тут же, понимаете, в чем суть? Вот этим, на этом хотел закончить сегодняшний шум. Ладно, там плюнули на идеологию. Ладно, все поверили, что пришли эти русские или там империалисты, имперцы или советы и всех зросищили, всех русскими сделали. Ладно, все в это поверили. Но достижение. Ты плюешь в идеологию, окей, это мода, политическая, историческая. Сейчас модная там когда-то были модные эсеры, потом еще кто-то был моден, потом большевики, потом там какие-то там либертарианцы. Вот сейчас какой-то период такой. Неважно, социалисты, не социалисты. Это мода. Это мода на взгляды. Но ты плюешь в физические достижения. Когда строилась Днепрогэс, когда создавались такие неимоверные проекты, строились заводы. Что построил Зеленский, когда пришел? Дороги. Дороги. Нет, дороги это хорошо. Есть ценность от этих дорог, логистика там ускоряется, все дела. То есть это можно померить материально, это можно... А наукоемко как это померить? Какой глобальный проект, вот что-то такое сродни там, атомной электростанции, ГРЭС, какому-то заводу, там, не знаю, порт, может быть, порт новый построил кто-то. Ну, сейчас-то понятно, негде его строить, никто не даст его строить. То есть, вы понимаете, в чем дело? Когда ты плюешь, получается, в достижения своих предшественников, то ты же получишь то же самое. Ну, ты же ничего не достигаешь. Ну, поэтому ничего не получишь. Вот такая вот логика. И поэтому от этого поколения, которым восхищается Марьяна, лично я ничего не жду хорошего. Жду от следующего. Вот следующие будут лучше, следующие будут правильнее, следующие будут те, которые будут под зад пинать вот этих, которые уже всех распинали. Старых номенклатурщиков, постсоветских красных директоров и так далее. А вот следующие будут мощнее. И чтобы это увидеть, надо жить. Поэтому жить ставим главную ценность. Зависимость, независимость, они меняют друг друга. Есть страны вообще независимые, есть страны зависимые, есть в разной мере.
Но если для вас сегодняшний день это праздник, я вас поздравляю с праздником. Но главный день независимости для Украины, настоящей, сильной, мощной, большой, великой Украины, еще впереди. Наверное, вот с теми ребятами и придут. Всем добра и света и доброго вечера. Увидимся обязательно.